Сейчас, друзья, одну минуточку. Так, раз, два, три. Да, одну минуточку сейчас. Как ветер сегодня. I live streaming. Ребят, всем приветствие. Всем хорошего дня. Вы на канале BLStream. С вами Михаил. Продолжаем мы Assassin's Creed Valhalla. У нас 40-й стрим, 40-я серия. Мы с вами сегодня по планам будем выполнять гнев друидов. Дайте я скриншотик сделаю такой вот. Блин, а как его? Квестик-то. Мы сегодня будем, да, гнев друидов проходить. DLC дополнение, что-то с культом Дети Дану. Вроде бы так называется. Вот, приятного просмотра. Я сегодня немножко запоздал. Блин, проснулся поздновато. Встал в 6, в 7 не спалось, а потом как рубануло меня окончательно. Так, нам по идее надо отправиться в Ирландию. Это тварь из преисподней какая-то. Давай попробуем его сначала для разминочки. Друзья, да, всем спасибо большущее. Взяли 2-й уровень. Вчера, что ли, или сегодня. Мишанька, приветствую тебя. Хорошего дня. Вот, поиграем часика 4-5. Найди Вульфину и поговори с ней. Она в деревушке близко хозяйства. Да, коробки, короче, теперь ракеты 50 тысяч, а не 25 стоят. Коробки завтра, если получится, завтра разберусь с этими коробками. Там желтые и синие. Я тут записал синие, желтые для типа фолловеров своих, а синие это как рекламные. Будем с вами что-нибудь разыгрывать. Так что юху. Фу. Как-то так. Твоя помощь, Сюнин. И Вальгалу, да, надо добивать, да проходить. Приветствую, Миш. Только по описанию мне надо пойти в Ирландию, да? А это... Найди, поговори с ней какую-то Вульфину. Не знаю, что это за тварь из преисподней. Я типа, ну не знаю, это дополнение или просто какой-то квестик. ГЦ. Спасибо, Мишань. Да это вам от души прям поддержали. Причем у меня там на следующий уже уровень набралось какое-то частично требование. Это все проклятые данные. Там фолловеров 300. Пусть
заплатит 12 Мирси. зрителей. Чьи тела сейчас на полях? Ну, короче, только вперед, Миш. Чему Данам убивать тех, у кого даже нет серебра? Вот! Вот идет мерзкий Дан! Спросим у него! Да, вчера осада Парижа закончилась. Мерзкий Дан, спросим у него. Бабулька и два дедульки. Ты убил мою лучшую корову, подлец! Я не трогал твой скот. Ты от этого лишь хуже. Не, ну... Не обязательно бабульку-то бить. Она, видимо, босс. Ну, подожди-то. Фу, играл в этот квест. Эти саксы готовы биться за своих до конца. А я что-то как-то и не проходил. Спасибо, что пощадил их. Как тебя зовут? Эйвор, из клана Ворона, что в Мерсии. Я Вульфхильда, Аббатиса Баркинга и исследовательница. Возможно, мы оба здесь по одной. Сегодня пятница, друзья. Да, О. чтобы узреть плод труда. Блин, столько дел сразу навалилось. Какое дело Данам до участи селян саксов? Если здесь бродит бешеный волк или медведь, я его убью. Иначе вина за бойню падет на мой народ. Рада слышать это, Эйвор из клана Ворона. А, вот, Смотри на тела и скажи мне, что за зверь их растерзал? тут, видимо, какой-то Михалыч, да, их подрал. Можно начать с коровьих туш. Следы укусов, но очень странные. И туши покрыты какой-то плесенью, хотя раны свежие. Ой, стой, а я что-то не понял, Миш. А я... Сейчас, секунду. А, есть. А почему не отображается? У меня OBS не отображается. Да, теперь это самое. Стало больше пользовательских значков. И типа красный это... Ну, я так обозначил. Это кто стримеры. Заходит зелененькие алды, а желтенькие сабы. Ну, вот как-то так сделал. Вот, Макс, приветствие. Да, здесь отображается, а у OBS почему-то не отображается заметочка. Странно. Ладно. Сегодня будет время пооткорректирую. Приветствие, приветствие. Туши вообще на дереве. Свежая. Куда ведет Ой, на доме. след? Во, Мишань, где тут Фенрир? Боги. Какой зверь мог забросить туда бедное животное? А может быть, кстати, это и есть Фенрир? Это был Йотун! Я... Вы смелые, раз вас это зрелище не Йотун пугает. говорит. Знаешь, а я вот видела все. Все, что случилось здесь той ночью. Кто же это сделал? Волк? Медведь? Или дикий пес? Нет, Йотун! А, Йотун. Зато из дерева. И он смеялся, когда рвал тела на части. Он типа здоровый великан или как он там? Рендель! Это был Йотун! Я видела его на торфяннике. Большого и мохнатого. И Эй, от чего сдохла корова? А чё они все покрыты какой-то плесенью? Откуда ты знаешь? Это сделали воины Хротгара. Они поселились в старой церкви и терзают нас. Воинам ни к чему убивать коров. И я слышал, что рядом заметили зверя. их не бывает. Ты видела? Что за зверь оставляет такую плесень на своих жертвах? Женщина обвинила людей какого-то Хротгара. Скот убили Данны?
Кто бы это ни был, убийце хватило сил забросить тушу коровы на крышу. Но та девчонка сказала, что виноват великан по имени А в корове килограмм 600 где-то. Может, это дело рук пьяных данов. А может, кого-то куда ужаснее. Нужно обсудить все это с Вульфхильдой. А, Мишка тоже не знает, да, где это? Или знает? Мишань, где волк? Волк, Фенрир, где у нас? Вульфхильда, я Колись. опросил всех, кого мог. Если знаешь. И осмотрел мертвый скот. И что ты об этом скажешь? Думаешь, во всем виноват волк или медведь? Лесной зверь на такое не способен. Укусы, плесень. Странно это. Так это происки дьявола? Или ожил один из ваших деревянных драконов? Дьявол или дракон не остановились бы на этом. Думаю, все сделали люди. Девочка назвала имя. Грендель. Нет, смертным не под силу так рвать плоть. Уверена, ты не поспоришь. Я видел, на что способны люди. И это не предел. К чему им бродить в ночи и убивать скот? А, особенно дополнение, когда это Этому объяснения нет. берсерка. На скот напали уже трижды. Каждый раз те же следы укусов, ударов и пятна плесени. Тут бродит зло. Животных, убитых также, нашли в лесу к северо-востоку отсюда. Что ж, пойдем. Сюда. Поищем еще следы. Это, Макс, я там с Андрюхой говорил по поводу дополнения, недополнения. Короче, тут как получается? Тут 3 DLC, Осада Парижа, Гнев Друидов и Рагнарёк, а дополнение это пересечение. Это когда я встречаюсь с персонажем здесь из Одиссея, а именно с Кассандрой. А в Одиссее там что-то тоже какой-то квест, якобы, как это, приквел к этой встрече. Ну, то есть он идет на остров, там, туда-сюда, там. И тут гнев берсерк, или как он, путь берсерк, что ли, называется. Это как дополнительный квест, они там по часику занимают где-то в среднем. Эти дополнения. Потому что если брать DLC, как вчера Осада Парижа, ну, это вообще, это, блин, больше 10 часов, а там можно еще оставаться и гриндить. Так, куда ты меня поведешь? Где-то у тех деревьев впереди. Ты чуешь? Оттуда пахнет злом и гибелью. Откуда? Отсюда? Этот запах мне знаком. Падали смерть. Или оттуда? Смрад Локи. Смрад Локи. Вот-вот-вот. Вон еще одна туша. Запах крови привлек голодных волков. Святой Дух! Окей. Волки тебя не ранили? Нет, я цела. Спасибо. Я в тебе ошибалась. Ничего. Расскажи, что случилось. Эти звери были очень голодны. Скажи, почему ты пришла смотреть на мертвый скот? Я ищу свою корову. Она пропала. Тут пол леса пропало. Нет, но тут топор Данов. Он принадлежит Хродгару, их вожаку. Ты уверена, что это его оружие? Да, он вечно машет этим топором, когда требует Эля. Значит, я поговорю с этим Хродгаром. Та женщина уверена, что во всем виновны воины, что живут рядом. Пока других вариантов нет. Я их знаю. Они поселились в церкви у Брисли. Я Пошли. веду тебя к ним. Их вожак Хродгар славный человек, хоть и язычник. Он не тронул бы скот. У тебя любопытный взгляд на мир, Вульфхильда, и очень мало предубеждений. Как и у тебя. Большинство язычников искали бы ведьму или чудовище,
но не ты. Я видел много странностей, но их причины чаще всего просты. Пусть сперва и скрыты. Верно. Но церковь доверила мне объяснять необъяснимое. Порой благочестия для этого недостаточно. И твоя церковь со всем этим согласна? Нет, С лично боксами? Да, Макс, ну как, желтые типа для внутриигровых, а синие это как рекламные. По 3 коробки. Ну, блин, я сейчас, может, попозже что-нибудь сделаем, попробуем. Хотя бы 1 или 2. невидимы. Так что я изучаю все возможности. Я только недавно проснулся, я вообще не отдупляю еще какие-то боксы С там. присутствием язычника. Возможно. Или допускаю, что и язычники, и христиане служат некой общей высшей цели. Язычники и крестьяне, общие высшие цели. А тут тоже, смотри, все селение разбили. Там, кстати, игру пошаговой стратегии в Epic Games раздают. Если кому-то есть желание, забирайте. Их 3 штуки в неделю. Так, если сегодня пятница, суббота, воскресенье, да? Делай замануха. Ну, я в описании не делал пока никакое. Они, я понимаю, что будут сами высвечиваться. Что-то не так. Сейчас попозже, Максим, Гора любит сделаем. пошуметь, а тут слишком тихо. Держись позади. Давай я все тут проверю. А эликсиры ты же донатишь сам же, свои вкладываешь, правильно? Люди Хротгара, Они вон, ну посмотри, в какой-то плесени. ты ко мне. Осторожно, Ульфхильда. Вдруг убийца еще здесь. Их вожак Хротгар. Его нет среди убитых. Я его найду. Я выиграл их. Я понял, ты в казино. И тут плесень. Вот, плесень, я же говорю. Тушах коров. Селяне считают ее меткой дьявола. Что скажешь, Эйвор? Думаю, плесень приведет нас к убийце. А, у других стримеров. У меня не получается выигрывать. Здесь те же следы. Укусы, да и раны нанесены не оружием. Какому демону под силу убить столько умелых воинов? Эйвор, наверху. Еще кровь. Кто-то забрался на галерею или затащил туда тело. В казино за свои элики можно выиграть, а оно лежит в мешке. Там кто-то спрятался. Не, у меня не получается выигрывать, у меня там... Да я понял, короче, ты сам донатишь. Вкладываешь и как-то пытаешься разжиться эликсирами. Че не подходи, я еще не сдался, да? Ты ведь Хротгар? Вожак этих воинов? Из Финмарка и горжусь этим. Пусть мне недолго осталось. У меня дурные вести. Твои воины пали. Но кто их растерзал? Чудовище. Оно убило нас всех хохоча. Хохоча! Сломала мой топор. Истерзала меня. Я смог доползти сюда. Кто это был? Ты видел? Гнусный Йотун. Ночной зверь с края света. Он назвал себя Грендель и сказал, что вернется. Ясно. Мы с тобой будем ждать его вместе. Нет, мои раны слишком А, живы. я понял. Спешит прочь. Отправь их в Хельхейм за меня. Лети с крылатыми девами, друг. А я убью этого Гренделя. Кем бы он там ни был. Нет, Дранг. Их было 2. Фигак. Лучше спрятаться, Их было 2. не спугнуть демона. Притаимся здесь, пока он не вернется. Отдыхай, воин. Я понял, Макс, да, там в заработке можно самоцветы обменять на эти, на эликсиры.
Так, спрятаться. Сейчас, мужики, будем драться. Так, автосейв пошел. Вульфхильда, замри. Там что-то есть. Зверь! Я убью тебя! Нет! Играй! Играй! Мама! Больно! Мама, больно! Он здоровый. Играть! Грендель хочет играть! Теперь Грендель больно. Мама, я хочу домой. А может, это не он вовсе был-то? Господи, клянусь всем святым! Что это было за чудовище? Храмский Не стример. чудовище, Приветствую, хорошего дня. человек. Как это не жутко, но Грендель был человеком. А при чем здесь плесень-то, я что? Откуда оно взялось? У всех нас есть матери, и он перед смертью звал свою. И у всех людей, даже самых страшных, есть души. Господи, прости этому человеку его грехи, одари милостью и любовью. Везде плесень. Оставайся здесь, Вульфхильда, я пойду по следу. Вечный покой Там, по ходу дела, и вечный свет пусть светит им. Пусть все они упокоятся с миром. сейчас мы к его берлоге придем. Пойду по следу Гренделя. И еще плесень. Я на верном пути. Так, откройте, говорит, карту. Открыл карту. А куда? Так, найди лого Гренделя. Грендель оставил за собой следы плесени. Вы кто? А, понял. Так, вперед, вперед, вперед. Нормально он шагает. Тут медведи, кабаны, корова. Источник плесени где-то рядом. Да, знаете, давайте я, наверное, поставлю легкий лук. Да, вот он есть. Да нет, все равно, мне кажется, какой бы человек не был, именно человек. Он 600 килограммов не поднимет, не подкинет. Как там на крышу дома корову. След идет дальше, в эту яму. Пошел. Что-то в глазах двоится. Ну и вонь. О! Так. Может, тут мама, папа, там вся семья, типа того. Женщина пишет о своем сыне, Гренделе. Ему сплели жестокую участь. Так, мой мальчик, мой милый, дорогой Грендель, глаза мои видят лишь беспомощное крошечное существо. Возможно, на вид он не таков, как и другие, но мое сердце переполняет лишь огромная любовь. Подобной Божьей любви я не могу его предать.
Они говорят, он долго не проживет, но я пойду на все ради малыша моего Гренделя. Может, он заколдованный? Так, начинается. Ключи. Интересно, как он отсюда выбирался-то, этот Грендель? Здравствуй, это мой Грендель. Да, здравствует, вопреки всему, вопреки нашим соседям, другим детям и собственному телу. Моя любовь и милость Божья, все, что ему нужно. Мы переберемся подальше от деревни, ему не нужны чужие страхи, злобные насмешки, а то и гнусные угрозы. Я вижу где-то табличку вот эту. Алтарь, это уровень у нас, не уровень, а этот талант. Грехи Гренделя подсудны лишь Господу. Мой простодушный мальчик не осознает свою силу, прости его. Господи, он не ведает, что творит. Мой долг заботиться о нем, и я буду любить его. Мой мальчик, мой милый. Так. Ну я тут нифига не вижу-то. Куда тут идти-то? Голову кружат видения. Вообще. Что здесь происходит? Грендель! Грендель! Это ты? Отвечай! Мне Проклятие. нужно что-то, чтобы отпереть двери. Ключ. Да, нужен ключ. Ключ. Отлично. Вот его плющит. Но надо еще найти. Ты пахнешь, как мой сын. Его кровь. Где он? На 580. Нормально зашло. Что это за злые чары? Ты была там, в полях. Ты солгала мне о Данах. И Ради моего мальчика. вот тебе Не хотел никому вредить, человек. но его не понимали. А плесень, видимо, от проклятий, да, была это на трупах. Хоть и рос, но никак не взрослел. Мой мальчик, мой милый, дорогой Грендель. Нужно рассказать все Вульфхельде. А, подожди, брат, подожди, тут где-то табличка с навыком. Ну почему темно-то, а? Так, факел. Дай-ка мне факел где-то. Походу он. Подожди, это оттуда я пришел. Как она? Вон она, говорю. Это оттуда я притопал. То ли это табличка для игр, то ли это один талант. А вопрос. Мне надо именно назад, что ли, двигать? А назад-то я не смогу подняться. Дезимек, приветствую, приветствую. Хорошего дня.
Да, ну это вообще. Попробуем просто, наверное, на выход, где он тут есть. Выдвинуться. Найду табличку, найду. Не найду, да бог с ним. Дратуйте, дратуйте. Как у тебя там Феникс Пойнт? Продвигаешься? Если вообще играешь? Поверху. Обалдеть. Ну, тут, конечно, и проходов. Одиноко лежу я в непроглядной тьме в конце дороги теней, но в руке человека благородных кровей я пылаю неудержимо. Так, а разве это не табличка? Похоже на... Ну, тут и шахта. Какие сюрпризы ждут меня здесь? Вот она. Нет? Нет. И тут тоже эти странные знаки. Сокровища. Укомплектованную группу и куча ресов. А сложность какая? Это важно. Не, ну, последняя миссия, конечно, будет, например, я говорю, вот, за Новый Орихон, когда проходишь, последняя миссия тяжело шла. Хотя у них технологии, мне кажется, самые бомбические. За Анну будет Всевышний в последней миссии. А вот за Синдрион не знаю. Но против Анну, да, тяжело воевать. У них особенно эти берсы. Героическая. Ну ты вообще прям... Не, ну можно. На высоком уровне сложности, конечно, тяжеловато было, но героически не знаю, еще не пробовал. Разок пройти ее, да, а потом через годок, может быть, еще поиграть, да? Так, сейчас, друзья, перед замесом в гнев друидов попробуем с вами сделать пару этих боксов, как они там делаются, да разыграем. Я хоть немножко поучусь. Аббатисса, Эйвор, ты жив? Расскажи мне все. я сразил чудовище, которое оказалось человеком, а затем нашел и убил его мать. Его мать? Она напала на меня во тьме, я защищался. Но это не подвиг. Бедные люди. Я помолюсь за них в аббатстве Баркинга. Ты уже уходишь? Я должна. Нужно рассказать епископу историю зверей из Восточной Англии. Лучше не упоминай меня. Мне тут нечем гордиться. Конечно. Может, поведать об этом в песне? В юности я слагала стихи. Попробую вновь взяться за перо. Но как о таком спеть? Многим сложно будет поверить в правдивый рассказ. Пусть люди услышат красивую сказку о героях и чудовищах. Ведь истина обычно холодна и редко кому по нраву. Она обжигает, как северный ветер. Да хранит нас всех Бог, Эйвор. Мне пора, но я напишу тебе, как закончу. Прощай. Спасибо тебе, Вульфхильда, и прощай. Сложи славную песню. Проблема с распределением ресурсов. Ну, у тебя, видишь, у тебя DLC есть. Я-то без DLC, как у тебя, играю. Я не могу там говорить. Но вообще пандаранов хватай и в яблоки их, в сидр, короче, выдавливай. А яблоки меняй. Ну, только так.
Мантикора повезло, дали. А, я Тиамат там, по-моему, получил тоже. Но это хорошо. Главное сохраняться почаще. Так, задание. У нас, по-моему, Новая Ирландия. В мире борьба с Орденом. Это мы тоже, кстати, надо выполнять, но... Ирландия. Нифига себе гнев друидов. 488. Мне, по-моему, вчера писали. Да там, говорит, это... 50-й минимальный, говорит, нужен. А для осады Парижа, типа, побольше. Вон она. Короче, мне слишком так. Ну, кто-то говорит, что брали не Тиамат, а Мантикора, а как там быстрые корабли на 4 места и по 2 корабля летали. Ну, в команде было по 4 человека, вот они летали, они очень скоростные. Но всегда приходится управлять 2 кораблями. Ну, мне кажется, это муторно. А, вот Гелиос, да? Гелиос. Вот 2 по 4, да, берут и... Но у него там это самое, у него там DLC-шки, Макс, там есть всякие эти, как они? Аудификация или как она? Дополнительная. Там кораблики всякие, он воюет как в галактике. У меня такого не было. Да, на и без этого, мне кажется, интересно. Так, это праздник. Вот, Макс, по поводу гринда. Вот Session Pack здесь приобрел. Но я не приобретал специально Session Pass. Я покупал 2 DLC по скидке. А тут, оказывается, еще и Session Pass, как в комплекте шел. Без него на тяжелом уровне сложности я тут упал левел качать. Я серьезно говорю. Вот только именно с ним и с этими 2 DLS-ками более или менее прям уровень летят так добротно. Без него будет тяжело. Поэтому в Вальгалу будете играть и как бы имейте в виду. Гришин 86, приветствие. Хорошего дня. Слушай, у меня друган Гришин есть. Фамилия у него такая. Но только он постарше меня, 80-го года. Не ты ли он, Алексей? А? Ну, я шучу. Хорошего дня, приветствую. Эйвор, ты все же собираешься в Ирландию? Азар, я же не мог знать, что король мой родич. Но ведь так веселее, разве нет? Пойдем, культ Дети Дану. Признаться, не люблю. Но сейчас был... Приветствую, приятно нет, удивлен. Евгений. Жаждет тебя видеть. Отплываем? 6 одним ударом. Ой, что-то это его про это. Да, поехали. Да. Я хочу увидеть эту страну. И Баррида. Не, я просто давно не видел. У меня тоже друган, однофамилец, прям реально твой, такой 80-го года. И как-то давно не общались с ним. В Фейсбуке он есть, но в Фейсбук, к сожалению, я не могу уже зайти. Поэтому я что-то такое, опа. Думаю, он не он. Вы можете взять оружие любого типа в каждую руку. Это как там 6 одним ударом? Я там, по-моему, снайпером только если. Гнев друидов. Ракета разве что на червей. Ирландия. А, ну на маленьких, да. Королевств, спорящих за зеленые холмы и долины. Мой новый дом. Гнев друидов. Так, у меня здесь еще цели такие в данной игре. После гнева друидов Баррид Викинг до мозга костей. Как он стал королем Дублина? найти всех орденов Город викингов. и убить Фенрира. Правда, по его грязным улицам шляются торговцы и нищие со всего света. Странно думать, что Баррид король города. Это только звучит красиво. В Ирландии очень много королей. Страна ими кишмя кишит. И власть Баррида не прочна. Здесь все решает Флансина, А это кто? будущий верховный король Ирландии. Викинги нужны Флану, но он не доверяет. Баррид с ним поладит. В детстве он не слишком любил драться, но всегда добивался своего.
Может, ты и прав. Во всяком случае, люди его любят. А ссылки, Макс, я потом... мне надо посмотреть. Я там роли пока раскидываю, потом, возможно, сделаю доступ ссылки, ну, я имею в виду определенным ролям. Пока, по-моему, да, они запрещены. Я, кстати, тоже ссылку хотел скинуть, там Трово это... Рефералка как работает. Там типа второй уровень, если кто-то получает твой рефер, кому-то дал ключик, то и ты, и он получает по 1000 самоцветов. Но это только если второй уровень наберет. А второй уровень это реально тяжко. Долго, я имею в виду. Это надо трудиться. Твои люди найдут здесь кровь. Пойдем, разыщем Баррида. Наташа с гранатометом. Наташка с гранатометом, Зинка с пулеметом, да? Эйвор! Эйвор, кровь моей крови! Это ты! Как ты похож на тетю Росту! Баррет, а ты до сих пор похож на мальчишку. Много лет прошло с тех пор, как мы швыряли огрызки в старину Ганфрида. Он нас так и не простил. А как Сигурд, как клан, как вы все? Рассказ будет долгим, Баррет. Дай мне надышаться вашим воздухом. Спасибо, что не дал спалить мои гавани, пока меня не было. Мои гавани? Да, старик, я могу править городом и без тебя. Эйвор, ты вовремя. Сегодня я устраиваю пир в честь моего сына Шихфриха. Ему 17. Твоему сыну 17? Да, и характер у него непростой. Пойдем. А у нас что-то с Ранви нету детишек. Покажу. Королевство, сын и замок. Похоже, тебе повезло в жизни, Баррет. Замок? Ага, понял, Макс. Просто деревянный дом. Красивый, да, но в Ширазе в нем и торговец коврами не поселился бы. Что ж, веди меня в свою жалкую лачугу, Баррет. Так, а как тут карта-то? Тут музыка прикольная. Извиняюсь. Но тут неплохое, как и осада Парижа, в принципе. Кусок земли. Территория. Так. Ирландия в раннем средневековье состояла из небольших королевств, которые часто враждовали. Территория у них был общий верховный король. Особенно много проблем было с крупными территориями, раздробленные Ульстером, Туманом, таинственным Канахтом, каким-то шумным дублем, а также Миде, родины самого Фланасина. А что это за родственник? Откуда он взялся? Отец Баррида звался Имар или Ивор. Ивор? Только не надо путать его с нашим любимым Рагнарсоном, как делают некоторые историки. Был викингом и частенько ходил на беги на Ирландии. Тут ему понравилось, что он наконец перевез сюда из Норвегии всю семью. Он обосновался в Дублине, который был отдельным маленьким королевством. Имор даже стал его правителем. То есть это не тот Ивор. Созданный норвежцами город со всех сторон окружали ирландские королевства, из-за чего он постоянно находился в опасности. В конце концов, ирландцы осадили Дублин и почти полностью сожгли его. Тогда же погиб и сам Имар, поставив Барриду в наследство осколки королевства. Но новый правитель Дублина проявил коммерческие таланты, восстановил город, сделав его торговым центром со связями по всему миру. Так. Северная и южная веками боролись друг с другом за титул Верховного Короля, за власть переходила к одной ветви династии к другой, южных и северных и обратно. Тогда королем становился кто-то из северян. Он даже правил державой из Ульстера, а южане предпочитали королевство в Миде. Королевство Мида. В 9 веке противоречия между двумя враждующими сторонами не исчезли окончательно, но в то время ирландцев больше занимало проявление данов за эти набеги викингов. Под началом Аэда Фидлиата жители Ирландии успешно отражали нападение викингов 9 века. В году практически полностью очистили. Короче, я так понимаю, что здесь будет культ Дети Дану, да, как я вроде бы прочитал.
И это, как и осада Парижа, тоже там некий культ был. Как... там вообще название что-то тяжелое. Но тоже, типа, короли, тоже викинги. Так, навыки. Сейчас будем крушить. Попаданием в голову. Что-нибудь возьмем. Чего, Миша? Сейчас я... Секунду сделаю. Так, как тут скопировать-то? А это ты за кого, Макс? А, я понял. Там какая-то у него это шабля. Так, давай попробуем сделать. Как там немного-то хоть. А, это для своих сундук, да? А это для общей. Давай для общей сначала. Пам-пам-пам. А сколько минимальная, Макс? Не скажешь, полтинник, да? Да, там такой меч самурая, прям, я не знаю. Да, полтинник. Ну-ка. Че это? Это не то. Нет, что-то я не то выбираю. Ладно, сейчас так. Выбери задание. Задание на общее. Отслеживать, наложить заклинание. Заклинание. Соточка. Больше не это. Разрешить многократное участие. Наверное, нет. Выбери название, чтобы получить ключик. Ой-ой-ой, куда-то задание-то столько. Да все, да. Вы должны потратить. Узнайте таймер открытия сундука сокровищ. Ну, давай условно 40. Сундук будет рекомендоваться. Не знаю, правильно, неправильно. Ну вот. А как там делают, типа, смотреть, типа, Ксебер, приветствие. Это синенький, да, я сделал? Получается. Давай теперь желтенький сделаю. Друзья, всем салюта. Пошел процесс. Макс, сколько минимальных эликсиров? 50, да? Подарочная подписка даже есть плюс можно, обалдеть. 50, я понял. Давай, наверное, тут... А, во. Тут типа часы просмотра. Посмотреть течение 1 минуты. Какой? 60 минут. Вот так вот.
Так. Ох, для меня пока реально все это сложно. Фига себе, ребят, привет. А вот это огонь вообще. Я извиняюсь за тупняк. Впервые делаю, поэтому строго не судите. Я все желто хочу сделать сундук. Спасибо большое, добро пожаловать. Шестьдесят. Таймер для открытия. Ну, наверное, давай минут 10 поставим. Продолжительность вашего задания, а время просмотра должна быть меньше, чем у задания сундука сокровищ. Чё, блин? Меня чуть не пропускает. Миш, да. Оу. Включи рабочий стол по шагу. Не, я разобрался, Макс. Я сейчас, секунду. Я обязательно спрошу. У меня выбери задание. Я выбрал время просмотра. 60 минут. Вот. И все. Дальше нажимаю следующее. И время открытия сундука он меня не пропускает. Может быть, я типа... Да, для своих. Пока ребята там залипают. Сейчас, секунду. Вот, короче, вот такая тема, смотри. Ну вот, 50 эликов. Я поставил час просмотра, часы просмотра. Приветствую всем, ребят. Часы просмотра, допустим, вот 60 минут, да, больше требований тут нету. И видишь, он не дает. Продолжительность вашего задания, время просмотра должна быть меньше. Тут, короче, 40 надо смотреть. То есть, получается... Фига себе тут. 59 поставь. Да, все, спасибо. Все, Макс, спасибо. Тут все какое очень просто-то. Ну как? Пару раз сделаем и будет нормально. Да, мужики, ракета теперь. Спасибо большое. Ракета у нас теперь. Полтинник стоит. Брали, набирали. Все, пару этих есть. Один бокс, 3 человека присоединилось, 0 человек. Это, кстати, свои. Можете нажимать вот так вот и присоединиться. Чпоньк и смотреть. Надеюсь, повезет. 3 раза в неделю, да, выходит это самый розыгрыш. Если 3 раза в неделю, то это нормально. В принципе, особо не разоришься. Но по 50 это 150. Ага, 150. Это 300 эликов в неделю. Умножаем на 4. 1200 эликов на месяц. Если так по минимуму брать. Так, мужики. А теперь у нас народу, я смотрю. Ребята, я извиняюсь, да, одну минутку я схожу. Дышну. И продолжим прохождение. А для гостей всегда ставь 2 часа, чтобы у людей успело зайти.
Короче, это самое. Ты мне сегодня экскурсию сделай, я зайду к тебе, если будешь стримить вечером. Прям так же экран открою, просто именно не для своих, а для синеньких, чтобы я понимал немножко. Приветствую всем, друзья. Эйвор, ну же, я здесь. Ага, ага. Иди сюда, Эйвор. Отвлекайся. Эйвор, ну же, я здесь. Как ветер сегодня? Эйвор, ну же, я здесь. Что-то какое-то это самое непонятка. Нет никого дома. Ну так вот, я стримлю, а дома нет никого. Даже черепахи спрятались. Гляди, город, конечно, еще мал, но здесь самая большая гавань во всей Ирландии. После местной вони еще больше ценишь чудный ирландский воздух. Слушай, нифига себе сундуки, конечно. Это вообще, я даже не знал. Не будет крепко стоять. Не ожидал даже. Азар говорит, что твоя власть здесь не вполне упрочена. Королю Флану трудно угодить. Но торговый Дублин обогатит всю Ирландию. Если убедить в этом Флана, корона останется за мной и перейдет к моим детям. Корона не мое дело, но торговые связи я тебе обеспечу. Поэтому я и доверяю Благодарю. старик. И как ты его терпишь? Терпит же он меня. Так, следуй за Боридом. Следуем. Здесь я тебя оставлю. Не опоздай на пир. Я скоро буду. Так, значит, получается у нас Дублин, Мида и Канахт какой-то, да? А, еще тут, ох ты. И они тут между собой воюют. Ну, давай разбираться. Погоди, братан, магазин. Магазин важно. Хей, Хей. такого у меня много. Ага. Закупаешься с умом. Мне пригодится. Будешь покупать? Так, урон от мощных ударов, урон элитным бойцам. Что нам надо? Урон от мощных. Значит, все? Да. Мне пора. С кинжалами зашла эта тема. С двумя. О, роднулька, приветствие. Это Эйвор. Покажи ему лук, что я заказал тебе для него. Это для меня? Какая искусная работа. Мой лучший лук. Попробуй. Порази все мишени, прежде чем кончится песок. Успеешь? Да, давай. Какой песок? Конечно, А ты не прочь Посмотри, как... Охотно? Давай. Давай. Песок посыпался. А где песок-то? Ага, вон он. Это прекрасный лук. Спасибо, Барит. Роднулька, ты меня сегодня не разбудила, роднулька. Тебя может лишь Ай-яй-яй. настоящий мастер. Я в 11 стал. Опасно. Спасибо. Норвежский какой-то лук дали. Ну-ка. Легкий.
Так. Попадание в уязвимое место отравляет врага. А у меня вероятность критического удара возрастает. Но я на самом деле вот этот бы взял. Представляете? Так, бах. И отравление. А я всегда практически бью, да, в уязвимые места. Надо бы его сделать. Норвежско-гельский лук. Прекрасно, родич. А это что, дом Христа? Да, это их церковь. И в Дублине, и во всей стране христиан больше, чем нас. Даже среди норвежцев. Ты миришься с ними? С ними? Я и сам хожу в дом Христа, равно как и в дом Тора. Пока Бог хранит меня, я готов беречь его алтарь. Я поднял Дублин из груды пепла. 20 лет назад викинги были побеждены. Мстительные ирландцы сожгли город. Азар говорит, это город Вот, видите, типа, эти ирландцы викингов победили. И вот такая вот, Норвежцы как и в Париже. а я отстроил. Получив корону, я стал королем. Опять захватываем у кого-то. Так, а где тут кузнец-то у тебя, брат? А, в этом-то, в деревне-то есть? Блин, да. Да постой. Вот он, впереди, мой дом. Жалею лишь, что жена и матушка сейчас не встретят тебя. Они отправились в горы. Целебные воды там должны поправить здоровье матушки. А я остался вразумлять моего отпрыска. И устраивать пир? Приготовления уже начались. Опять пир. Как не приходишь, так пир на весь мир. Эй, Барри! Погоди, а чё с орлом-то? Сюнин. О, там еще опала. И там опала. Эй, Барри! Куди? Эйвор, ну же, я здесь. Я иду. Мы дома. Отдыхай. Я должен переговорить с сыном. Приходи вечером, я вас познакомлю. Опа, ключ. Скоро Флан Сина будет коронована, и я убедил его пригласить на церемонию тебя, неотесанный ты дан. А знаешь, что ты мечтаешь вновь услышать мое пение? Ах да, и заручиться дружбой с самого Флана. Приглашение доставлю тебе сама. Так, а где ключ-то? Куда ключ-то спрятали? Где-то он там, за пределами. Азар, не думал, что увижу тебя здесь. Почему? Разве пересчитывать товар неприятнее, чем смотреть на буянищих викингов? Правда? А тебе, значит, по душе старушечьи пересуды? Спасибо. Так, мне по душе твое общество, я стараюсь уделить внимание всем. На Перу я не пропускаю никого. Значит, у тебя впереди полно дел. Развлекайся. Понял. Но пора оставить это мальчишество. А чего ты ждал? И как тебе тут нравится? Отлично! Славный праздник в честь будущего короля Шифрика. Борит хороший король. Как тебе нравится Дублин? Так, до свидания. Расскажи, по душе ли тебе король Барит? О, он прекрасный правитель. Любит пиры и не брезгует приглашать простой люд. Может, хозяин из него лучше, чем король. Но человек он славный, а город процветает. Макс, а там изменить нельзя? Открыть игры через час. Ну, типа 2 часа будем сидеть, да? Ну, сори. Вопрос, а без, допустим, участия, ну, если ты сделал условия, ну, к примеру, какие-то, да, без твоего потом участия он может открыться? Нельзя. То есть 2 часа надо сидеть. Сорян. Изменить тоже нельзя, да? Позволь спросить, как живется в Дублине?
Что ж, работа тут... Блин, это жестко. Таскать грузы, копать канавы. И это сам дубильщик. Целыми днями сдираешь шкуры, да выдерживаешь в коровье моче. Чуешь, как пахнет? О, да. Славного пира, друг. И тебе. И тебе хорошего дня. Шихфрих, ты должен держаться, как будущий король. Это наш племянник. Валяться в грязи. Так ты решил стать у Флана придворным дураком? Хоть раз подумай головой. Если Флан поддержит меня, корона перейдет тебе. Значит, ты уже дурак. Хватит! Что-то какие-то дети дерзкие. Сын Шихфрих, извини, я пойду пройдусь. Поговоришь с мальчиком? Сейчас. Что, прям вот я могу изменить, да, для своих? А, нет, Макс, я уже не могу. Сорян, нет. Не думал. Да, я понимаю, да, от своего времени как-то надо делать. В следующий раз, ага. Я давно хотел увидеть сына моего брата. Как Вальгала. Серега, приветствую. Да нормально. 40-я серия. Фляга подсвистывает немножко, а так нормально. Веги, от тебя осталось... Ну, сейчас уже DLC прохожу. Скажи, если только не трусишь. Ладно, щенок. Куда тебе против меня? А он дерзкий. Подожди, у меня кнопки, я же руки-то убрал. А то говорят не очень после предыдущих. Но они типа, как это? Я должен сказать спасибо, что ты меня не прибил. Мне вовсе не нужна ссора. А разнятся по геймплею, скажем так, привыкать приходится. Высоко ценит тебя. В общем, простыми словами, я каждую серию, это уже 12-я серия из частей Ассасина, вот, прохожу уже около года. Ну так, не в спешку, а поочередно. И в каждой серии практически я привыкаю к геймплею. Я хотел знать, правду ли о тебе говорят люди. О ком ее говорят? И гринд еще подбешивает иногда, то, что надо вот гриндить там и так далее. Барит хороший король. Тебе не по душе правление отца? Он мог бы быть славным королем, но вместо того притворяется жирным торговцем. Спасибо за фоллов. Тебе не помешало бы съездить в Норвегию, юный викинг. Я бы поехал с отцом. Может, там он снова станет воином, и в Дублине будет грозный и справедливый король. Я давно не видел твоего отца. Как думаешь, где он? Он хотел пройтись, значит, пошел на могилу деда. Отец ходит говорить с ним почти каждый день. Барит может говорить с мертвыми? Нет, он просто стоит. Уже не ассасины, раньше были ассасины. Могила... Ну, типа, я немножко мнение такое разделяю, потому как в Одиссее ты за полубогов играешь, тут за викингов, а непосредственно там первые 7-8 частей ты играешь исключительно за человека и человеческие способности, хоть они тоже там как-то странно. В телегу с соломой падает и встает и пошел там с высоты. Как-то неразумно. Я его найду. Спасибо, Шихфрих. А так, да, есть в этом такая закономерность. Так драться. Один с копьем бегает, махает, второй там с топорами. Хотя у него есть кинжал, вон он. Просто воспринимать, может быть, как-то попроще надо эти все серии, все части, чтобы так. Временной отрезок есть, какое-то событие есть, и все. То есть игра как отдельная, а лор связанный. Так, найди, отправляйся туда, где погребена его родня, к югу от Дублина. Ищите на вершине холма у большого дерева. Ё-моё, да тут же какой вершины холма большого дерева? Тут
Тут смотри, сколько тут бумажки, свисточки, листочки. Ой. Как локация новая, так это все. Пойдем карту заберем. Вон, вижу. Вижу, да не вижу. Пипец, вот это... Кстати, где сундуки для розыгрыша берутся? Я на Троу перешел с Твича. Слушай, я с Ютуба на Троу перешел, Серег. Сундуки со 2-го уровня берутся. Я сегодня успешно поднял 2-й уровень. Потихоньку. Во-во-во. Ты не один такой, Сергей. 2-й уровень апнешь, и там сундуки будут. Но как мне Андрюха там пояснил, что это самое. Сундуки можно кастовать, там во время стрим запустил, и уже делаешь сундучок. А туда вкладываешь элики, если у тебя есть. Ну, то есть эликсиры — это твоя валютка. Кто-то донатит, кто-то выигрывает где-то, кто-то как-то так. Кто-то в казино там в этом участвует, в автоматах. Кто во что гораст. Тихо, тихо, бумажка, бумажка. Бумага. Где она есть-то? Нормально? Я всего лишь чуть-чуть не успел. Что видишь, Сюнин? Орла, орла. Где активация орла? Короче, пришел за бумагой, пришел, не забрал. Тут где-то орелик тоже не забрал. Да куда ж ты? Во-во-во, вот это вот начинается интересный геймплей. Нет, не забрал, вон появился опять. Короче, это самое, Серег. Да тут много народу, кто перешел. И все потихоньку отдупляют, смотрят, где чего. Он общается с другими стримерами. Познают, узнают. А кто-то уже прожженный. Блин, сообщения ужас летят. Быстренько. Ну да. Ну вот. Для меня Twitch-то был тяжелый, неподъемный. На ютубе сидел. Спасибо за фоллоу. Тут вроде, кстати, по поводу Твича, тут какие-то есть моменты одинаковые. Типа поинты, всякое вот это вот. Ракета тут интересная. Знакомиться, тусоваться. Ну, тусоваться-то это в кавычках. Тусуемся мы все здесь или на другом стриме. Пока такие наблюдения. Так, навыки. У нас орла, да, лук дали. А я тут волков набираю. Волков, а там... Оу, ёлы-палы. Что-то такое возьмем. 430 набрал только. 400, е-мое, 30. Так, ищите на вершине у большого дерева. Он отправился в погребление. Так, где это погребение? Вот оно.
Вот он, друзья, погребение, видимо. Просто с ума сойдешь это все вот это ловить, собирать. Ну, как бы я к тому, что у меня в избытке этого. 10-7 тысяч титана. Тут оружие вроде бы есть. Кодекс. Что за кодекс? Про племянника почитаем. Давай. Холм Тара. Это место, где считал священным еще в неолите, а в ирландских мифах говорится, что здесь находится обиталище Данан. Данон. Именно это божество якобы принесло с собой камень Фаль, который, как утверждает, принимается петь. Когда к нему прикасается истинный король, звучит не очень убедительно, как будто бы не было по традиции на этом холме... традиция. Карнаваль Верховных Королей. Как бы то ни было, по традиции на этом холме... Вот я тоже читовод. Ты читак, я читовод. Единственный сын Борида, как и Мара, с возрастом начал стыдиться того, что его отца больше интересует торговля и дружба Верховного Короля, чем отвага, которую традиционно ценят викинги. Мальчишка стал проявлять непокорность, но по-настоящему противостоять родителю не мог. Как и любой другой подросток на этом этапе взросления, он во всем разочарован и всем недоволен. Но ему суждено стать королем Дублина. Пошарился по людям с боксами, у тебя остановился. Понял. Я сегодня я впервые это делаю. Я 2 уровень, месяц апреля у меня стримы были. Там нафармил 600 часов. А в этом месяце... Вот какой сегодня? 7-е? 6-е? Ну, получилось так, что 2-й апнул. А теперь до 3-го надо идти. А там где 3-й, там у 4-й. Конечно, губа у меня оттянулась, но все же куда-то надо идти, двигаться. Здесь полно стражников. Я вообще туда, где это? Где дерево? Теряемся. Так, ладно. Приветствую всем. Так, территория-то побольше нашего уровня. Ну вот, ваншотаем. Почти сообщение. А у меня чат летит, я, честно, прям вообще не вижу. Пошарился по людям, остановился у тебя. Так, тут розыгрыши. Вот. Эти и ракеты, фишки крутые, но много скучных людей. За это обидно. Ну, кто во что горазд. Тоже фишку просек, надо знакомиться. Да, это я читал. Ну тут, я не знаю, это самое, Серег. Тут как контент, как личность, наверное. Говорю, кто во что горазд. Кому-то экшона подавай. Кому-то больше общения. Куда не беги, сдохнет! Бежишь как корова. Есть пробитие. А ты сам чего стримишь-то? Ну, контент какой? Все подряд или какие-то прохождения? Может быть, дота? Давай, удачи. Спасибо, что забегал. Поддержал. Кольцо прохожу. Во все играю. Окей. Хорошо. Удачного тебе там дня. Вольфрамыч.
Вольфрам Вольфрамыч. Так. Спасибо. Добро пожаловать. Нет, там ничего не пропустили. Несколько ночей назад мы сожгли конюшню Брена, чтобы она не сгорела вновь, куда будет строена, когда точнее. Он готов заплатить серебром. На бегах на рыбаков от твоих людей толку мало, чтобы довезли рыбу свежую. Ума им не хватит. Нужно бы найти им иное применение. Вот, скажем, нам, когда на каком-нибудь торговом посту, они бы точно нашли чем поживиться. Понятно. Музыка из свитков, ну да, Elder Scroll. Стреляйте в эту сволочь! Благодарство. Когда типа там 3-4 человека сидит, ты успеваешь всем ответить, когда, ну, что-то такое массовое, язык, мне кажется, это бла-бла-бла. Каждый раз говорить. Ну, спасибо всем. Так, здесь подношения должны быть какие-либо, да? Ну-ка, давай. Не хотят. Можно вам положить? У меня кирпичей много, железа много. Кожи могу насыпать. Принеси жертву 50 яства. Это рыба какая-то? Или что это? Это, походу, рыба. Все, давай отсюда выныривать. А свитки проходил? Серега, наверное, уже отчалил. Проходили кто свитки-то 2003 года, самой лучшей РПГ игрой. Потом, по-моему, Готика вышла. Ну, считалось вроде бы. Такое по журналам там по каким-то. Может, для кого-то и Готика в разы лучше. Не проходил, не знаю. Дублин. К югу от Дублина. Но я иду на север от Дублина. А юг у нас вот здесь получается. Видимо, вот сюда вот. Спасибо. А это называется, друзья, краш-игра пошла. Отправить вам, говорит, отчет. Слушайте, пока музычку, игра загружается. Ну, есть такое. За вас, за нас, за монокаст. Благодарствую.
Потек контент. Сейчас, говорит, бокс открываться будет. Сейчас я, уважаемый, 2 минуточки. Ну где игра-то? Игра грузится. Буль-буль-буль-буль, спасибо. Коза в танке, хорош. Такие ники иногда забавные. Спасибо за фоллов. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Вставай, да, Соня? Так, ну, игрушка. Она, я заметил, у меня вылетает, когда загружается не в полноэкранный режим. И синхронизация вертикальная не включена. Есть такое. Куда я там двигал-то? Представляете, меня дисконнектнуло как? Далековато. Юг, север, запад, восток. Ну да, нам вниз, определенно. Вообще на вершине холма. Это тоже очень похоже. Приветствие. Ран. Сейчас мы. Здесь мне точно не рады. А кто тут? Это руины? Кто тут? Вон он тут попер. Не успел. Тихо. Ловушку. Постой-ка! Ну же, сволочь! А, Марат выиграл, да? Первый раз разыграл, Марат выиграл. Хорош. Значит, надо делать много и
Чтобы на всех хватило. Мои поздравления. Спасибо. Спасибо за фоллов. Открыто. 30 человек присоединилось. А, здесь 0 человек присоединилось для своих. Час, говорит, открываться. Ну, сори, да, впервые. Забегайте завтра еще разыграем. А что здесь? Стой, а что здесь делать-то? Просто бандитов покарать? Клан Ворона типа нарисован. Это ж наш клан. Покажи, что там впереди. Да тут вроде ничего нету. Так, ладно, точку открыли, синхронизация. Если я правильно понял, то это вот здесь вот. Ищите на вершине холма большого дерева. Это у нас вот здесь вот. А что это за ядь какая-то? Ядь, по-моему, рыба. Все, я понял. Кто-то участвует боксы для своих, ну типа желтые, или как они? Правильно сказать-то? Да, для это самое, для подписчиков. Конь, стой. Нам вон походу большое дерево. На вершине большого нет. На вершине у холма большого дерева. К югу. А, ты участвуешь? А почему-то мне написано, что присоединилось 0. Что это такое? Или это потом все указывается? Все, понял. Когда условия типа выполнены, то напишет присоединенный, да, типа квеста. Ага. Понятно. Не, ну эффективность, конечно, это вообще... Представляешь такое на Твиче? А ты на час бог сделал. Не, ну ты говоришь 59 минут. Это, видимо, время открытия было. А не тайминг смотреть. Хотя нет, все указано. Ладно, я потом посмотрю, Макс. Вот она, походу, это вся похоронка, да, здесь? Твар дал мне сил. А я попер, короче, да не туда. Тайминг сколько смотреть и последнее время. Нет, таймер я поставил, допустим, час. А потом время открытия он мне не говорит, чтобы я ввел вручную, а выбрал из предлагаемого. Расправь крылья, Сюнин. Ну это похлеще, чем ракета. Я так-то прям вообще... Барит. Там надо как-то сделать наоборот. 10 сундуков по Сторожа. 5 эликсиров, чтобы всем хватало. А то один бокс и 50 эликов. Хотя... Король всегда должен быть настороже. Когда я сердит или огорчен, всегда прихожу навестить дух отца. А я даже не спросил о нем. Как-то знал, что он
Да, он умер давно. Принял смерть в битве, как и было суждено. Или 10 по 5, да. Ходина. Моя семья в долгу перед тобой. Той зимой, когда твоя семья жила у нас, я помню, как ты родился. Вопил, как воин в бою. В тот год был мор. А также можно сделать же, да, там количество боксов, сколько, допустим, 5. Сколько эликсиров? 50, да? И они делятся автоматом, я так понимаю. Кто не давал нам приюта, кроме твоих родителей. Ну 30 человек присоединилось, это уже неплохо. Я обязан им жизнью. И какая тогда была жизнь? Помню, как мы с тобой улизнули на охоту. Посреди ночи. Звезды, лунный свет на снегу. Вот, да, Макс. Сейчас я запишу. Запишу даже. И с тех пор я ношу этот шрам. Сочувствую. Откуда тот, что у тебя на щеке? Этот? Знак богов, что не стоит быть тщеславным. Ладно, на все наши байки и недели не хватит. Ты что-то заметил? Наверное, показалось, но лучше нам вернуться. Смотри, там какой. Там где-то в траве. Опасность где-то. Порой от шороха волосы встают дыбом. Клянусь Мьёльниром, Барретт. Я просплю неделю. Стареешь, наверное. Помнишь, как мы ночь напролет гонялись за блуждающим огоньком? И догнали? Раз-два сделал, и все легко и понятно. Однажды поймал. Дело привычки. Опа, кто тут? Барретт Макима! Сложи оружие! Схватить его! Связать руки! Что это за сброд? Вы прокляты! Тут волкодавы какие-то. Один поможет нам! Тебе конец! Кто это был? Я получил корону не без сопротивления. Сын моего предшественника, Торстейн, затаил обиду. Об этом ты мне не рассказал. Ты здесь в гостях, не взваливать же на тебя мелкие хлопоты. Мелкие хлопоты? Теперь ясно, отчего ты хмур весь вечер. Да, скверное дело. Раньше он не был так... Но мне понравилось. Считает, что ты Реально. у него корону? Возможно, но не похоже, чтобы он хотел править. Он со своей шайкой просто грабит людей и довозит тайком товары. Для викинга это почти шалости, но Флан вряд ли взглянет на это так. Будь начеку. На улице вышли грабители. Положись на меня, мой король. Положись на меня, мой король. Так, сопроводите. Сопроводили. Правда, я немножко в растерянности. Что? Вам известно, я не из тех, кто рано покидает пир. В чем дело? Нас подстерегли люди Торстейна, о котором мне не сказали ни слова. Не диво, что король Флан недоволен, Барретт. В твоем же городе викинги не слушаются тебя. Торстейн выставляет меня еще большим глупцом в глазах Флана. Ясно. Немилость Верховного Короля, вот что важнее всего. Брат, я улажу дело с Торстейном. Нет, не хочу втягивать тебя в этот позор. Может, если дать ему серебро, он уймется? На неделю или две, а потом возьмется за старое. Я покончу с ним раз и навсегда. Эйвор, это не твоя битва. Ради всех твоих богов, Барретт. Пусть Эйвор поможет тебе. С этой минуты, Барретт, мой клинок твой. Я сделаю все, что нужно, чтобы вернуть тебе милость Флана. Эйвор, я никогда не был так рад. Твоя семья спасла нас много лет назад. Помочь тебе удержать власть, лишь отдать долг. Я начну с Торстейна. Быть может, Шихфрих что-нибудь знает. Он прежде знался с людьми Торстейна. Увы, да. Завтра ты найдешь его на рынке.
после ночи возлияний он часто ходит туда поутру. Значит, поутру и начнем ковать узы дружбы с Верховным Королем. Как всегда, язычники приходят, ну, типа викинги приходят захватывать какую-то землю, им дают понять, что вы тут нежеланны, земли это не ваши. Приходим мы, как главный герой, и начинаем разруливать ситуацию. Для перемещения между Сказал Шихфрих где-то на рынке. Надо расспросить мальчишку о Торсте. странами, я понял, атлас используйте. Что это за рысь? А, это ездовое, походу, животное. Это уже интересно. Так, я хотел бы легкий лук поставить, а отравление в уязвимые места. Сейчас мы к кузнецу подойдем. Чем же услужить тебе в этот чудный день? Приветствую. Покажи-ка, что у тебя. Покажи-ка, что у тебя. Чпоньк. Так, легкий лук, да? Это охотничий. Нет, легкий лук. Я хотел бы. Хищник. А где он есть-то? Вот, отравление. Сила оглушения. Скорость при попадании. Вот это вот отравление хотел. Против боссов прям очень-очень поможет. Есть контакт. Так, а один ослабить. Ослабить мой легкий лук, который я таскаю. Вот этот вот. Гнев Скади. Все. Больше ничего. Просто там ресурсов Мне полно. Так, легкий лук Скади, руны все поскидывались, все нормально. Все нормально. Так, так, урон от критического удара возрастает после завершающего удара. Шанс появления при парировании. Это не то. Атака после получения удара. Мощно поджигает упавших врагов. Рядом, если более 3 врагов. Скорость возрастает с каждым попаданием. Ну, кстати, тоже прикольно. Урон от критического удара после каждого попадания. А это атака. Может быть, все-таки лучше атаку? Шанс при парировании на оружие поджигающий эффект. Но атака это наш урон. При высоком уровне. Так, вероятность критического удара. Тут можно на скорости понаставить. Но если мы отравляем, я думаю, что здесь хорошо бы что-нибудь на отравление. Серега, приветствуйте, хорошего дня. Где пропадал? Как дела? Что-то прям давненько тебя не видно было. Ну, понимаю, дела. Так, урон от огня не то. Вот, урон от яда. Да куда ж ты? Короче, внизу самые сытные руны. Поджигание. Может быть, поджигание. Есть отравление. Тут еще скорость есть 1,7. Давай скорость. Отравление и скорость. Вот так вот. Ну, неплохо. По доспехам вроде тоже все прокачано.
Ребят, разобрался, в общем, как на телефонах смотреть меньшее разрешение. А то бывает, что я смотрю тоже иногда с телефона. Каждый раз. С телефона смотрю, и телефон перегревается, прям жестко греется. Там можно нажать, выбрать разрешение. Сделали. Тут новая игра. Шихфрих. Эйвор, та еще была ночка. Я выпил слишком много, нутро крутит, нет слов. С нутром помочь не могу. А ты расскажешь мне все, что знаешь? Да дела были, Мишань, ты как? Да тоже потихоньку, нормально. Вчера второй левел взяли. Я что хотел сказать, Сереж? Если тебе как-то интересно или что-то там пообщаться, есть ссылка на Discord. Либо здесь в чатике пишешь, там написано восклицательный знак Discord, скидывают на мой личный Discord, не на Discord, тут Trovo.ru, а на мой личный. Либо через паблик ВКонтакте, там есть Discord. Заходи туда, только напиши, что это ты. Я там роль тебе дам, и можем поболтать, если есть желание. Отец сказал тебе и об этом. Торстейн настоящий викинг. Как ты, только... Нас там немного, но мы в касках, Мол, я молод и неуклюж. так скажем. Ама даже не показала мне их убежище. А что ты знаешь об этой Аме? Она сосет эль, как котята молоко. Вечно набирается где-нибудь в гавани и пристает к прохожим. Я поговорю с ней. Может, Торстейн пожалеет, что не взял тебя к себе. Имей в виду, только дурак будет злить Аму. Поздравляю. Она безжалостна. Надо разобраться только. А так, благодарствую вам, что поддержали. Сейчас 50 эликов разыграли, народу неплохо так влетело. Получили эликсиры и отчалили. А сейчас для своих уже эликсиры разыгрываю. Но там только Макс меня направляет, что правильно это все выглядело. Там надо ставить типа 5 баксов по 10 эликов. А я все 50 в один запихал. Да, разберусь. Потихоньку, помаленьку сделаем. Найди Аму и поговори с ней. Она часто выпивает у пристани. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Понял. Там сейчас тоже свои смайлики вбивать, там свои эти, там еще функции, категории, там. Я так-то сейчас перелинкую, скажем, эти категории. Кто-то сапки, кто-то алды, кто-то стримеры красные, может быть еще что-то придумаю. Зрителей придумаю, кто там частенько заходит. Любит эль. Наверное, это Ама. Что-нибудь на... Ты пьешь, подруга? Лучший. Ссылку на Discord канал найти. Сейчас, Сереж. Там, где команда, я сейчас напишу, вот она. Discord канал. Там, где команда. Либо через паблик ВКонтакте. Ну вот я... Ой-ой-ой-ой. А чё что так-то у меня? Вот, только желательно имя свое мне скажи, какое у тебя будет, и я увижу тебя. Это мой канал, там уже года 3, наверное, или 4 существует. Там, как тебе сказать, там народу... Все, вижу, Серег, вижу. Сейчас я тебе Солдера роль дам. Вот, а вечерком мы там с Мишаней или еще кто-то там, Кирюха заходит, иногда там разговариваем о всяких разных вещах. Так что вливайся, если захочется поболтать, потрындить. Эль в городе. Я вообще... Народ там немного уже осталось, там где-то человек 200, но половина АФКшит или кто-то вообще не заходит. Человек 100, наверное, просто поудалял, Значит, ты пришел куда когда ход стримил. Здесь отличный Эль, а беседа еще лучше. Сперва эль, потом беседа, а потом... Кто знает. Поглядим. Тихо, пьянство. Да как же так-то? Еще проще. Я люблю работать в клубе. Тихо и... Вот это рожок, конечно.
Хорошо, хорошо, Сереж. Просил. Железо в этих северян дрянное. Но не с умом пускают его в ход. Я тут вспомнил. Я, походу, сейчас проиграю. Не дай духом захватить твое тело. Помню, как кровь подступила к горлу. Чтобы меня спасти. Обалдеть. Опасно, опасно Ты так. можешь? Нифига себе. Ты не так прост. Ты притягательна. Скажи, чем ты занимаешься? Знаешь, кто такой Торстейн? Я в числе его ближайших друзей. Слышал о нем. Его доверие достойно уважения. Он мне как брат. Не слишком умный брат. Доверил мне ключ от своего тайного логова. У него есть логово? Вот бы мне поглядеть. В гавани Дубгаль? Прости. Я вообще не понимаю, о чем они, честно скажу. Не хочешь разделить со мной трапезу? Я бы разделил. Я понял, что надо за короля местных земель заступиться и найти культа Дитиану. А так вообще. Но погоди-ка, мне нехорошо. Надо сейчас добить Вальгалу. Если меня В Бухенвальде нам равных нет. нужно забрать у нее ключ. Да, да, именно в нем. Если не злить ее, обойдется без драки. Чего? Береги ее. Берегись ее телохранителя, укради ключ. А как мне телохранитель-то? А можно им накидать? Скрытая атака. Иди вперед. Эй, чего тебе еще? Не будешь Ну почему вот именно... Нельзя, типа, подраться? Блин, промазал. О, она вообще от еда там отвалилась. Ладно, сейчас, Сереж, скажу. Доверчивая дура. Ключ у меня. Теперь найдем логово Торстейна. Ты будешь отравляться? Да, есть отравление. Так, теперь найдем логово. Ну вот этот лук надо оставить, его не использовать. Прям стрела-то вылетает только в путь. Так, ладно, после Вальгалы. После Вальгалы надо приобрести игру, ту, которую заказали. Я не знаю, это самое... Ребят, не стесняйтесь заказывать, потому что, ну, это бесплатно. Это все за баллы, которые вы получаете на канале. Короче, игру, которую заказали, там какой-то шутер от третьего лица. Попробуем поиграть, может быть, пройдем. Это первое. Второе, Король Артур. Сейчас даже скажу, какие у меня игры уже заготовлены. Король Артур. Но она еще не заготовлена, приобрету. Потом, типа рогалик такой, RPG, Battle Charts, но он не свежий. Нигвар, как называется. Потом Тайм Полиции 2 части. Ну, и Рагнав КРФ, и, возможно, Мафия. Ну, в общем, Red Dead Redemption еще уже тоже есть. Короче, надо все с Вальгалой завязать. Доделать свои... Ой, не туда. Доделать свои эти наброски в оформлении. Доделать, точнее, да, там осталось немного. Просто сцены подготовить. Видимо, заперто. И вперед. И вперед. Просто открытый мир. Ну вот Макс взял и боксик выиграл. Один участвовал, да? Мои поздравления.
С открытым миром просто, Серег, тяжеловато постоянно бахать. Макс один присоединился, а один выиграл 50 эликсир. Хорош. Я там эликсиры, правда, что-то сделал неправильно. Поздравляю. Да. А там, видимо, по времени, может быть, люди не укладывались. Голосовалку по играм устанавливать в Дискорде. И проходить ту, которая наберет больше голосов. В Дискорде там не весь народ, Серег. Там ты сам потом увидишь. Там то, что народ сидит, он... Кто-то вообще не онлайн, а кто-то не заходит вот именно на эти игры прохождения. Им не нравится. Им нравится, типа, Лига Легенд. Что-то вот такое. ТФТ. А хоть начнешь стримить и... Может быть и проснуться, а может быть уже и нет, не знаю. Как-то так. Там голосовать-то некому. По большому счету. Проще всего это... Баллов набрал здесь. Скинул игру какую-то, допустим, захотел увидеть. Мы обтерли эту темку. Мне зашла игра, тебе зашла игра. Будем играть, проходить. И так далее. Онлайн, ну им нравится, понимаешь? Но мы тоже ищем онлайн на какие-то проекты с Мишей. Потом познакомлю тебя с ним. Хотя ты его здесь видел. Ждали этот Boot Пионера, русские разработчики. MMORPG. Когда она будет без понятия, но видел, что разрабатывают. Стражников. Потом ТФ Бифона, это типа девишки. Я, конечно, с английским сори. Типа девишки 2. Игра тоже от якутских разработчиков. Ее вчера перенесли, или позавчера, новость. Она должна была в этом году, 21 июля, показаться, что ли. Может быть, релизнулся. Не, наверное, показаться или бетка. Тоже онлайн-проект. На 1 марта перенесли. Следующего года. Поэтому с онлайнами я даже не знаю, какие варианты. Из моего проектов меня устраивал Ходс. Но с Ходсом как-то все Самое логово? заканчивается. Причем с 19-го года. Я как сейчас помню, на ютубе сижу, стримлю. Там онлайн где-то 30 человек, 40 было. Заходит паренек и говорит: Мишань, как тебе... Ты в курсе, что Blizzard отменили киберспортивные мероприятия и рекламщики, короче, ушли? То есть не будут теперь киберспортивные, как игра. Я еще тогда, знаешь, такой думаю, да ладно, а что такого-то? Вот и что такого. Игроков очень много поуходило, прям вот очень. Это единственная моба онлайн игра, которая меня устраивала. А вот что за место не искать, я не знаю. Мой дружище Торстейн. Вы же учили Глибу. Все от яда пошли. А вот и Мишанька. Мишанька, еще раз приветствую. Кто ты? И откуда ты здесь взялся? Блин, я тут яда накидал. Ты сделал ошибку, напав на Баррида Макримора. Боги! Ты убьешь меня? Отдашь мою голову вашему с Барридом хозяину ирландцу? У меня погоди. нет хозяина. Ложь! Все, кто верит Норвегии, со мной. Мы избавим остров от тех, кто верит, будто ест плоть своего бога. Король Дублина должен печь... Ах ты предатель. А не икшаться с тварями, что убивали наших предков. Присоединяйся к нам. У тебя Насыпался. хватит отваги, а у меня серебра. А вот и Мишаня, кстати, подошел. Мишаня, вот был розыгрыш Мишаня, вот Серега был. Ребят, 100 еликов разыграли. Пощажу тебя. Бомбезно. Тут нужно быть осторожнее. Слушай, Максим, а сколько у нас? 2 часа.
А эликсир-то... Ой, этот бокс открывался-то, кстати, не час. Как ты говоришь, он час типа открывается. Он не час открывался, он меньше открывался. Потому что час только прошел. Может, из-за того, что ты единственный участвовал, он сразу открылся? Открывался час? Не, поставил час просмотра, и он сразу открылся. А, ты ставишь 59 минут и час открывания. Час нельзя посмотреть, 59 минут максимум. Ладно. Накосипорил я там, согласен. Главное нить это уловить. Так, куда его нести-то? Доставьте Торстейна в длинный дом. В эту минуту уложился. Блин, ну я, конечно, кулек. Я тут в танки зашел на днях. Игра до этого скатилась, что даже ботов уже стали добавлять в боях. Поиск же... Нет, танки для меня, Серега, как бы она тоже киберспорт и так далее, но нафиг. Я еще тогда в доту играл, еще до стримерского своего этого пути. В дотку играл, в танки с братом играл. Но я недолго там играл. Сгорел я быстро. Ждет твоего суда, король Барит. Как только ЕСО ты вкачал, так все, сгорел. Меня и моего брата? Ты же знаешь, Барин, воину нужно серебро, а за короля можно просить королевский выкуп. Хотя не знаю, есть ли у Дублина чем платить. Прикажи, Барит, я отрежу его дерзкий язык. Встань, Торстейн! Не морай кровью мой пол. Это непростое решение. Я хочу услышать совет друга. Эйвор, что мне делать с этим негодяем? Казни его сурово, но без жестокости. Преподай жестокий урок ему и всем дублинцам. Народ обожает зрелище. Пусть этого мерзавца пытают. И впредь никто не посмеет тебе перечить. Так, секунду, там, по-моему, мои пришли. Я что-то пока стримил, у меня все ушли с квартиры. Сейчас, ребят, с вашего позволения. Друзья, извиняюсь. Я в доту начинал еще в универе. Самая первая версия была, как Warcraft 3 называлась, Dota. Понял. А потом забросил, как вышло в Стиме. То я уже забыл, как собирать героев. Да, ну, это вообще. Славно сказано.
Там что-то Virtus.pro тоже, смотрю. Торстейн, ты не стоишь такой вражды. Какая-то там бредятня у них происходит. Твои земли и серебро получит Дублин. Отныне ты изгнан. Сейчас кофеечку сделаем. Проснемся. На колени и благодари. Что-то Эйвор прям жестокий какой-то к пленникам. Счастлив, король. Есть места получше Дублина. Отец! Жалость — это слабость. То есть мы его отпустили еще. Веревку, и он охотно повесит тебя на ней. Тихо. Флан Синна скоро будет править Ирландией. В его власти лишить короны и меня, и моего сына. Он глава всему. Но Флан не доверяет мне и не верит, что я христианин. Выказав милосердие, я докажу ему, что... Христианин. Ты прозорливее, чем я думал, брат. Возможно, жалость к Торстейну и стоит королевства. Но хватит ли ее? Вот зачем мне нужна торговля. Флан увидит, что... Серега. Гавани Дублина — сила Ирландии. Докажи ему это, брат. Сейчас. Нужно добыть для него редкий дар. Пряности, самоцвет или оружие. И преподнести на коронации. В знак мощи Дублина. И тогда он поддержит меня. Флан прослышит, что ты был милостив. Азар поможет мне отыскать подарок. Найди меня перед коронацией. Отправимся вместе. Спрашивают тут у Мишаньки, у ребят никто, по-моему, не знает, где Фенрира найти. У меня, короче, помнишь, ты мне помогал этих животных находить? Я всех животных нашел легендарных, лося даже убил, но лося не засчитали в Норвегии. Или где он там? По-моему, в Норвегии лось был. Короче, какого-то лося не засчитали. На острове Скай вроде бы. Там был лось, его не засчитали. У меня последнее легендарное животное. И вопрос, где Фенрир? Есть он тут вообще? В курсе? О, пёсель. А то говорят, что тут самый жесткий босс это Фенрир. А как его найти-то? Что-то я в этом потерялся вместе. Типа последнее легендарное животное. Еще последнее в этом у Одина. Когда через Вельву отправляешься в зал. Или как она, Вальгалу. Там какое-то еще животное. Но опять же вопрос, оно засчитается в Англии? У охотников или нет? Так, поговори с Азар. Лавка Азар находится... Ну, если знаете, конечно, я ж типа не заставляю. То бы интересно с ним побиться было бы. И с легендарным, и с Фенриром. Что-то, смотрите, это наш брат. Брат викинг, но он говорит, я христианин. Вот так вот. Хотя они язычники, и Эйвор тоже язычник, как бы. Типа приняли веру, христианство потихонечку. Добро пожаловать. У меня к тебе просьба. Приятно помочь другу. Что я могу для тебя сделать? Баррит хочет доказать Флану ценность торговых связей Дублина. Нам нужен дар из далеких земель. Меня мучит тот же вопрос. Видишь ли, мне удалось купить участок земли в Раандуине. Прежде им владел Торстейн. Но тот край разорен. Через него возят товары без пошлин. Если это пресечь, мы добьемся того, чего хотим. Я хочу раздобыть редкий дар. Например... Один торговец пряностями мечтает купить меха. В Раандуине их много. Славная сделка. Пряности, королевский дар. Спасибо, Азар. Не за что. Ты ведь избавишь меня от тайных торговцев. Поспеши на север. Грамота. Кстати, по поводу голосовалки. Я сейчас думаю, там можно интегрироваться в голосовалку на этой платформе. Там есть такая штука. В Ботриксе я только не разобрался немного, но там можно отправлять на голосование свою игру. Раандуин к северу от Дублина. Мне нужно туда. Только свои варианты, я что-то не понял, как там ставить. Так, захватите. Ну, мы уже там были.
Бдительная тут стража. Опять мы сюда пришли, ну. Тайные торговцы. От них надо избавиться. Да подожди ты. Тебе конец! Колокольчиком. Ай, по колокольчикам. Кто-то подустал. Не, реально, кинжалы прям вообще топовские. Я понимаю, что я раньше про топоры так говорил. Для червей. Ну вообще ни шанса врагу. На этом торговом хранилище отсюда направлялись по назначению меха и окрашенной ткани, которую построить, конечно. Ты Эйвор? Я здесь, сейчас. Ты знаешь, зачем я здесь? Да. Азар говорит, тебе нужны меха, чтобы обменять на ценный дар. Да, чтобы Флан знал, как широки связи Баррида. Мы добудем тебе меха. Я могу помочь. Если ты добудешь припасы, мы сможем построить тут торговый пост. А где взять эти припасы? Например, в монастырях там есть все, что нужно. Слушай, так у меня вроде это самое. Ужас просто. Про что, Миш? Расскажи, как ты и Азар торгуете мехами? Ты вот про это, что ли? Покупаю шкуры, посылаю меха в Дублин. Азар возит их за моря. Нам здесь Вообще не нужен парюсь. пост, чтобы хранить добытые меха и посылать в Дублин больше за один раз. Про Ирландию. В Ирландии много торговых постов? Немало. Они торгуют разным товаром. Здесь у нас меха, на других чего только нет. Спасибо, друг. До встречи, Эйвор. Так, давай, что нам сделать? Ирландские грузы можно найти в монастырях, вроде аббатских. Так, собери в набеге ресурсы для торгового поста. Подожди, а у меня же есть. А где взять? Например, Спасибо, друг. До встречи. Это то же самое, как и в предыдущей части, что-то какой-то охоты, что ли? О, я понял. Я понял, друзья. Отправляемся. Дублин опасный город, а особенно в середине. О, я там кофе поставил. Сейчас я, ребят, кофе налью. Кстати, да, здесь у меня почему-то в БСке оно категории сделал, не отображается.
Сори, друзья, сори, бегу. Бегу. О, Мишка, я не знаю по истории про Дублина. Эти Шмублины. Я свои-то истории-то не так хорошо знаю. Что надо, то знаю, скажем так. Так, урон в ближнем бою тоже возьмем. Там еще что-то по ворону надо брать. И у меня тут всего. Атака способностями. Ну, давай выстрел в голову. Качнем. А, стой. Куда я пошел-то? Нам же в осаду плыть. В набег. А Котеич тут на месте? А вот Котеича здесь нету, кстати, моего. Навстречу волна! Ты, кстати, как сегодня, Мишка, стримите? Готов? Не готов? Какие планы? Парус поднять! Там персик, смотри, бахает, уже первый уровень взяла. Молодец. Что-то как не зайду к ней, у нее там сиси-писи и так далее. Шутеечки. Где время-то? 14:38. Что-то новое из песен. А, вот. Накормим же ворона! Поехали. Тут еще книга навыков. Опять новые навыки. Припасов 280. Понял. Сжечь все, что не унесем! Тебе конец! Ад ждет тебя! А где моя братюня? Руна проворства. Эй, подойди-ка сюда! Кто-нибудь, помогите. Вот припасы, что нужны для поста. Эй, сюда! Так, еще два, да, бочонка? Вон, вижу. Серега, приветствую еще раз. Эй, я сам не справлюсь. Это при том, что у меня еще баф висит, и все равно не добиваешь. То есть тут по уровню-то, я смотрю, повыше. Мне тут нужна помощь. Идем, мы тут задержались.
Аббатство Ламбе. Подожди. Теперь припасов хватит для постройки. Нормально зашли. Что это у нас? Ну-ка, смотрим, смотрим. Во. Стрела с дымовой бомбой. Закреплять на стене небольшой мешочек. Так, испускай, так... Это не то. Нет, это мне не надо. Кого ты, Миха, найти не можешь? Не могу найти последнее легендарное животное. Одно я знаю, что в Вальгале, как правильно, Кодино. Там где-то. И Фенрира не могу найти. Может быть, Фенрира есть легендарное животное? Но мне неизвестно. Вот их не могу найти. Стань моими глазами, Сюнин. Причем лося я там какого-то нашел, говорю, легендарного. Он не засчитался как легендарное животное у этих охотников. Так, собирать эти сундуки я пока не буду. Ну, то есть там у них охотничьи угодья, да, там список такой, раз, в 2 строчки. Последний у меня нету. Пошел, убил лося. То ли в DLC, я уж сейчас не помню. Он не засчитался. Есть еще какой-то сейчас... скажу, как он называется. Есть какой-то Стейнбьорн. Но это огромный каменный медведь. Находится Йотунхейм рядом с точкой синхронизации где-то. Это, как я понял, вот когда за Одина ты играешь, вот в Вальгалу отправляешься. Вот с этим медведем дерешься. А еще говорят, что есть этот волк. С волком биться. Вот где этот волк, я не понимаю. Ну, Фенрир. Да, каменный медведь в Вальгале. Это я понял. А он засчитается или нет? И почему мне лось, кстати, не засчитался? Лось... Ну, я не говорю, может быть, ты просто знаешь. А огромный лось Ян Доэн поживает в центральной части Винвальда, недалеко от Карханкенрата какого-то. Винланда. Это какой-то остров. Это остров внизу. Вот если мы когда в Англии заключаем союз, там 2 нижние такие локации. Вот там этот лось. Но он не засчитался. Так, медведь я понял. Понял. А Фенрирыч? Может быть, как раз таки медведь и будет это легендарное последнее животное у охотников, чтобы засчиталось. Тогда надо найти Фенрира еще. Побить. И всех этих культ ордена найти. Еще задача. Вижу по твоей улыбке, что поход удался. Так, а что здесь? Отдохнуть, если у них есть, но увеличит производство товаров. Ну, давай. Вижу по твоей улыбке, что поход удался. Не-не-не, Серег, не максимум. Какой максимум? Не. Прекрасно. Мы отошлем Михаила. Фенрир по миссии выполняется. А в Англии? Еще посты. До встречи, друг. Графика, ну, у меня не позволит видюха графика. У меня разрешение, во-первых, тут большое. Ну, я монитор в Одиссее, когда играл, монитор приобрел себе 2К в январе. Ну, вот так вот стоит. Вот это мне не нравится размыть. Изглаживание мне, кстати, тоже не нравится практически ни в каких играх. Ну, так, средне-высокое, где-то низкое. Вот мелкие объекты вообще убраны. А, в Вальгале тоже. Все, понял. Спасибо, Серег. Так, вернись, Казар. Не впечатляет графон в этой игре. Ну, тут каждому свое. Тут, мне кажется, он слишком неоправданно сжирает ресурсы за
такое количество. То есть за такое качество графики. Сейчас, если накрутить тени, сейчас процессор у меня просто в 12-ядерник так загрузится по жести. То раньше за тени отвечал у нас. За дальность видимость, по-моему, оперативка, SSD-шка. За тени даже без понятия. Связующие судьбы, там цепочка из миссий в конце Фенрир. Эйвор, привезли... Так, а они есть у меня? Связующие узы, да? Вот, Асгард, бывало путешественник. Но я оттуда вышел. Ага, понял. Теперь мы найдем дар для Фланна. И чего я взял-то? Добычу. Азар, торговый пост готов. А мне пришли вести от торговца. У нас хватит мехов, чтобы купить дар Фланну. Возьми, обменяй их. А в какой тебе серии Ассасин нравится графика, Серег? Поделись своим мнением, впечатлением. Так, я знаю торговца, который может достать пряности, достойные Верховного Короля. Заплатим за них мехами, где можно в нашем торговом посту. Перед ним придется слегка прибраться, но ты справишься. Так, поставлять ирландские товары далеким державам, в этом поможет Азара. Получайте взамен экзотические награды. Выполните контара. Так вы повысите славу Дублина и сможете торговать заморскими державами. Да блин, ты спросил. Таких пряностей нигде больше не достать. Я прослежу, чтобы их доставили на коронацию. Флан поймет, что торговля в Дублине идет бойко. Кстати, Эйвор. Понял. В Ирландии много заброшенных торговых постов. Хочешь сделать их нашими, чтобы помочь Дублину? Мы получим товары, которые иначе не добыть. Отлично заработаем. Буду иметь в виду. А пока обрадую Баррида. Скажу, что дар для Флана готов. Сейчас Ирландия край, где можно найти уникальные товары. Берите торговые контракты и обменивайте один из 4. Если вам нужно больше товаров, займите торговый пост. Так, товары также можно найти в сундуках. Блин, ядрить колотить. Последних, да. Но здесь она побольше, как мне кажется, в девишке. За построение полигонов. Ну фиг его знает. Я, если сейчас я говорю, натяну типа эти самые тени сюда в качестве или еще что-то там, дальность видимости, у меня просто начинает просто... Видюха, при этом вертикальная синхронизация, она не нагрузится на 100%. Может, ты и прав в этом плане. Я-то так, свое мнение. Ну да, типа с истоков она, возможно, и одинакова. Тут как в этом, в Том Клэнси The Division, говорю, тени вроде убавляешь, не так много ставишь. Играбельно, можно стримить. Как только тень поднимаешь, так все, просто у тебя в космосе. Чего так, почему так? Так, а что по кодексу? Там, короче... В осаде Парижа ты делаешь подстанцев, качаешь. Тут торговые пути. Так, можно торговать. Это я понял. Торговля помогает укреплять. Тоже понятно. Необходимо установить, чтобы ирландские товары, припасы... Короче, надо набеги делать. Тоже зафиксировали.
Я просто помню, что за скорость прорисовки дальности я еще с Lineage 2 играл. Там именно SSD надо было делать жесткий диск, чтобы быстрее текстуры прогружались и так далее. Если рядом с вами скорость при увороте, а это вероятность крита возрастает. Загадочная табличка, это для карты, я понял. Мы тогда на то время, знаешь, как из оперативной памяти делали жесткий диск. Допустим, у тебя 8 гигов оперативной памяти, там какая-то программа, которая позволяла тебе из оперативной памяти сделать там 2 гигабайта, ну ты там выделяешь гиг или 2, типа SSD. И туда игру, короче, устанавливаешь. Ну, реально скорость. Прям выше, чем у SSD в разы. Из оперативки. А потом уже активные SSD-шки пошли. Поговори с... Так, а где он есть-то? Вон он. И вот когда осады, много-много тонн народу, и это все дело выручало. У меня видюха здесь не тянет в 2К разрешение 144 Гц. Нет. Серег, я понял тебя. Да, возможно, ты и прав, но типа смысл того, что я всегда, когда играю на стримах, я делаю вертикальную синхронизацию, потому как вы не увидите больше герц ни при каком раскладе. OBS-ка просто не даст. А если чтобы OBS-ка давал, то какое нафиг надо оборудование тогда? А потом вертикальная синхронизация, она же тебе не дает разрыва, пикселит, вот это вот всякие баги, лаги. Хотя они тут и есть, никто не отрицает. Но сам факт. Зачем видюху условно... Вот я по своему опыту говорю. Зачем условно снимать здесь вертикальную синхронизацию для меня? Чтобы я видел на 20 FPS больше, а вы их не увидите, а видюха при этом, чтобы грузилась еще сильнее. Да, ну нафиг. Микрофризы пропадут? Не, они не пропадут. У меня нет. У меня как бы пока нет микрофризов. Барретт, Тут есть такая типа как задержка действий. Хорошо, я как раз собирался ехать на коронацию, но тут возникли затруднения. Какие? Барт Фланна Киара доставила сюда его приглашение, а теперь куда-то запропастилась. Думаешь, она в беде? Нет, скорее где-то развлекается. Полагаю, на рынках Дублина. Ее надо найти. Придворный Барт довольно важная фигура. Без нее никакую коронацию даже не начнут. Я этим займусь. Где будешь ты? У ворот Дублина. Я приготовлю коней. Нет, я не то, что не говорю, что я не верю, Серег. Я к тому, что... смотри, я сейчас ее убираю. Смотря. Вы ничего не увидите. Ну, я имею в виду, в картинке ничего у вас не поменяется. При этом у меня видюха начнет шершать на все 100%. И мне как бы от этого ни горячо, ни холодно. Вот и все. Вот я про что. Так, обычно бывает... Пойдем. Смотри, Сюнин. Вот, и начинает фризить. Понимаешь? Уже сразу двигаешься, начинает фризить. Плавности никакой. Так, а где ты есть-то? Так, она часто бывает на рынке.
это и пошел. И пошел. Твой рот и Офлан, Самому Да не, Серег, ну там надо видюху хорошую, я ж ничего не говорю. Конечно, приятней. Когда у тебя отзывчивость лучше, FPS больше, это понятное дело. Но если игра у тебя оптимизирована под ПК изначально, то да. А если она и под консоли, под все это как опыт показывает, это с Мафией 3, еще какие-то игры, когда делают на кросс-платформенности игру, и вот эти вот 30-60 FPS изначально она была заготовлена, а потом пытаются разлочить, это такая фигня. великий Флан, он чего-то, что-то... Нормально набралась. Да хватит завывать! Пожалей наши уши! Я, кстати, когда с женой познакомился своей, у нее такой же цвет был волос. Болван ты. Прикольный. Все вы Я потек. Мять, ты где? Хватай, суку! Эй, певчие птицы, и петь нельзя! Дерьмо. Будто данные тугоухие что-то смыслят в песнях. Тебя Киарой звать? Держи ее! Вот так диво. Неужто еще одна беда меня нашла? Прости, но она пойдет со мной. Нет, нет, нет! Пусть ответит за оскорбление! Иначе никак. Флютинг есть. Будешь должна. Иначе никак. Ты. Нормально ты с дамой-то обошелся-то, хорош. А мужику просто это самое вырубил. Поэтому да, Серег, тут такое спорное в этом плане. Ну, я говорю, как бы это. Шериф-маплетка притомилась. А я по своему опыту делаю выводы. Поднимайся, птичка. Птичка. Почему вокруг... Я говорю, как выпускаю, да, этих всяких пипимиксов, блин, технологий. Потом вешаешься, чё, куда там тыркать. Это как, вот, рассказывал, говорю, историю. Проходил Metro Exodus. Причем Metro Exodus, а потом DLC. DLC там отдельный лаунчер. И там есть типа DLSS. Смотрел обзор, как Герасимов, по-моему, Данил Герасимов, что ли, в Белгороде. Да, в Белгороде. Классный канал, мне очень заходит смотреть его, приятно, прям искренне все общается, так и так далее. Позитивненько. Он врубает в какой-то игре DLSS на производительность, у него прям FPS растет на глазах, там 30 или 20 прибавка. Блин, я в этом метро, я просто употел, я и так, и этак. У меня как-то не получилось. Я как врубаю этот DLSS на производительность или хоть на какую-нибудь там стадию выбора этого меню, так у меня все, у меня лаги. Чё бы там ни стояло. А куда мы пошли-то с тобой? Подожди. Взял рыженькую. В воду я, правильно. Ой-ой-ой, стой. В бассейн ее. Малейр Крех, это еще зачем? Чтобы прогнать хмель. Не думай, будто я потащу тебя в тару на своей шее. В тару? Постой, ты кто? Меня отправил за тобой Барретт. Он ждет нас у конюшен. Посланник. Скажи, сколько серебра нужно, чтобы Барретт не узнал об этой потасовке?
А то в следующий раз, когда буду в Дублине, приставят кого-нибудь из стражи. Знаешь, Барри... Зеленоглазая. Действительный. Знаю. Баррит мой близкий родич. Думаю, язык навлек на меня сегодня достаточно бед. Меньше им болтай. Мне помогает. Идем. Следуй за Кирой. Пошли. Баррит о тебе не рассказывал. Как тебя зовут? Эйвор. Я родом из Норвегии, а теперь живу в Англии вместе с кланом. Целый клан таких же драчунов, как ты? Благодаря моей дрочливости ты все еще дышишь, Барт. Верно. Ля, я теку, короче, ребята. Рыженькая. Баррит, Ты уже начал волноваться. Все в порядке? Нас задержали. эй, к чему убиваться по пустякам? Вперед, в тару, а то опоздаем на коронацию. Как скажешь. Так, секунду. Здравствуй. Прошу, осмотрись. Так, я хочу посмотреть скакуна. Может подобрать. Что сегодня? Да, действительно, рысь дали. Ездовую. Но Михалыч мне не очень понравился. Какой-то он нерасторопный, что ли, не знаю. Давай попробуем рысь. Тебе точно больше? Мне пора. Вот это рысь. Ну это ж вообще. Что-то как-то непривычно после коня. Ну мохнатая. Не ожидала встретить твою родню, Баррит. Эйвор говорит, что прибыл из Англии. Да, он помогает обустроить в Дублине торговлю, добыть ценные товары из далеких стран. Со временем Дублин станет центром торговли в Ирландии и принесет выгоду всем королевствам. Будущий верховный король будет рад. Надеюсь, Флан будет видеть в нас не только выгодных союзников, но и друзей. Тут ты не одинок. Дружба с Барридом может принести много пользы. Не стоит твоему королю об этом забывать. Похоже, Эйвор не осведомлен о нашей истории, Баррит. Мы надеялись побеседовать с Фланном. Я желаю укрепить связи между нами. Сумеешь помочь? Быть может. Посмотрим, как пойдет дело. Я просто не понимаю. Не, ну ладно, медведь, да? Ну, представляете, рысь так откормить. Жесть. А еще прокормить главное. Ты какая киса, а? Сейчас моя увидела, сказала бы, давай заведем такое. Она не смотрит? Роднулька, ты здесь? Кукусики? Роскошно, правда? Серебра явно не пожалели. Госпожа, один из священников куда-то пропал, а в его шатре все вверх дном. Я боюсь, что случилось нечто ужасное. Пропал? Это точно? Может, это пустяки. А может, беда. Где Флан? Он еще не прибыл. Значит, время есть. Киара, делай вид, что ничего не случилось. Мы с Барридом во всем разберемся. Где шатер? На холме, слева. Будь осторожен. Так, обыщите шатер священника. Вперед. Расследование. Тут была борьба. Не хватало только какой-нибудь беды в канун коронации. Смотри в оба и будь рядом. Мы еще не знаем, что стряслось. Тут случилась беда. Узнаем, куда приведет кровь.
Сочное жаркое. Вернемся и поищем другой след. Шашлычок. Эй, Следы крови ведут прочь от лагеря. Может, к тем шатрам? Дальше крови нет, но есть след телеги. Вся эта история плохо кончится. что, увезли, что ли? И в такой важный день. Коронация Фланна, возможно, будет омрачена. Идем по следу повозки. Ты со мной? Давай хотя бы срежем, что ли, а то так кругами еще бегать. Тан-тан-тара-тан-тан. Вон, впереди телега. Какой-то бедолага. Сломалась. Кто в телеге? Шеннон, священник. Эти негодяи его раздели. Какой-то лагерь. Что там? Анна-Ду не лагерь. Хотя кто-то явно там расположился. Идем. Вот, Детиану. Мы же типа против культа Детиану. Если во Франции, да, был другой. Похитили и отняли одежду. Думаю, чтобы выдать себя за него. Зачем именно? Культ, а здесь Детиану. Анна-Ду. Так, тут вся деревня затоплена. Братан, подожди, я сейчас пошел. Ихтиандр. И как? А, через внутрь. Понял? Да и... Саркофаг. Тут все интересно, да, я... Так, Мурзик. Мурзик. Ну как же он закален, а? Ну, слазь оттуда. Ну, что думаю? Да плантация на моей покушается. Лохматый. Да стой ты, нырни. О. А, тут еще и вражина, оказывается. Смотри. Один из них — это священник. Делай как. Ждем удачного момента. Ничтожество! Не-не-не-не. Обыщем его. Приближается коронация Верховного Короля, после которой власть перейдет к южным
и Нейлом. Тебе необходимо сделать так, чтобы Флан Сина испустил дух до того, как это случится. Переоденься священником и проникни на церемонию в Таре. Как ты окажешься достаточно близко, пока все будут его восхвалять, перережь. Их прислали убить Флана. Понятно? Подписи в письме нет. Кто же их нанял? А, вот ятва. Приношение ятва. Помните, я говорил, что это такое? Да, вперед. Должен заметить, Эйвор, ты великолепно держался. Тебе такое явно не в новинку. Ты сам тоже молодец. Да, мы предотвратили убийство короля. Знать бы только, кто за этим стоит. По-твоему, кто на такое готов? Ну, а священника искать? Северных Нейлов. Хотя особенно ненавидит Флана владыки Ульстера. Король новый, беды те же. Да как туда попасть-то? О. Сколько ж тут добычи-то? Отстань ты от этого кувшина. Так, значит, для приношения... Давай сюда заглянем. Для приношения нам надо яйки это найти. Извините. Что это такое? Что это? Туман. От него голова кругом. Чтобы пройти испытание, одолейте друидов. Но это не нравится уже. А чё ты, Миша, туда пошел? Так подожди, а я чё, виноват, что ли? У меня Миша туда ушел. Блин, а? Осторожно. Я не вижу нифига. Я понял. А где Михалыч?
Ну. Кто еще кто-то, да? Блин, так прикольно это светится. И что тут делать-то? Победите? Победил. Чувствую прилив сил. Не понимаю я. Не, ну серьезно. Так. Я пишу, что слышала, но ничего не видела. Морриган единственная в тех, где каждая дева сестра, другой явилась в Мидии. Я обратилась к одному юноше. Вот ее слова: счастливчика, я избрала тебя. Приди, вдохнови мой туман, узри моих детей, все они друиды. Веселись и наслаждайся, мальчик. Юноша шагнул в туман и сперва лишился понимания, где он, затем рассудка и жизни. Нет, а мне-то что делать? Ну, типа, победи. Победил. А дальше-то что? Друзья, может, я что-то не понимаю, но это какой-то некий бред. Последний раз. Смотрите, написано: одолейте друидов. Пойду-ка я сразу Михалыча. Вот, походу, его-то я как раз-таки и не находил, он уходил. Причем не ясно, почему он уходит. Ну, все правильно. Михалыч, короче, убегает. Вот засранец. Берет, короче. У нас бой, а он куда-то вылез. Так, что там по кодексу у нас? Смотрим. Киара выросла в туманном Канахте и была очень независимым ребенком, так как родители-язычники
потакали всем ее желаниям. От матери она научилась песням камня Фаль, что пробуждали ее темную божественную силу. Звучит немного чересчур, но стоит помнить, что все это нам известно из чрезмерно поэтизированных вторичных источников. Красной нитью через те же источники проходит рассказ о крепкой связи, которую Киара поддерживала с разоренными язычниками-друидами, все еще хранившими свою веру. Именно ради таких людей Киара согласилась занять пост Олова Эрон, то есть барды всей Ирландии, став по социальному статусу почти равной самому Верховному Королю. Флан предложила ей эту честь в знак признания ее таланта, а также дал таким образом всем понять, что в его королевстве уважительно относятся к ирландским язычникам. К ирландцам-язычникам, точнее. Под влиянием колдовства тумана друиды-отравитель начинают носить урон ядом, а сами становятся к нему невосприимчивыми. Также они умеют исчезать и затем появляться. Понятно. Свирепые бойцы. Друид огня. Все, я понял. Понял. Так, поговорить с Киарой. Ясно, 50 приношений надо сделать. Все заснули. Хорош, хорош. Да, ладно, это не важно. Оп. Короче, надо искать священника. Кто-то из детей Анус священником переоделся. Из этого культа. Сюнин, разведай местность. Пойдем доложим, да, все дела. Какие вести? Священник мертв, как и его убийцы. Разбойники. Взгляни вот. Приказ убить Флана. Разбойник, одетый священником, должен был зарезать его на коронации. Прямо у нас под носом. К чему такой риск? Ведь можно отравить или убить во сне. Яд ненадежен, а смерть во сне никто не увидит. Но ты верно подметила, живым убийца бы не ушел. Он был готов погибнуть. Надо предупредить Флана. Кто-то твердо решил его извести. После коронации. Не хочу, чтобы это его терзало. Пусть насладится триумфом. Приходите потом в его палаты в Дэрроу. Он вас выслушает. Теперь простите, но я должна привести себя в порядок. А что-то она теперь рыжей стала? Она была красной же. Как лиса-то, а теперь рыжая. Сильно я тебя запачкал. Ты мало что знаешь о роли барда при дворе, верно, Эйвор? Серьезно, у нее была цвет Ладно. как краска вот на лице. Ну, чего ты ждешь? Я просила меня оставить. Это и тебя касается. Че я жду? Мишень. Я вижу здесь немало королей. Весть о коронации Фланна разнеслась повсюду. Идем. Это он? Флан? Да. Что они делают?
Аббат Иоганн, предводитель христиан в этих землях. Так он благословляет Фланна. И этим подтверждает, что тот готов занять место предшественника. Все это делают перед камнем Фаль, что, как говорят, дарует истинным владыкам долгий век. Это правда? Смотря что считать долгим веком. Как все медленно. А где же еда? Ты все тот же, Эйвор. Раз уж я тут, пусть меня хоть накормят. Покушай, да. Flan for единичий кокоч. Аж мурашки по коже. Блин, трындец, ребят. Да. Какая музыка классная. Роднулька, ё-моя. В Дикси надо? Домой надо, а не в Дикси. Ты мне... Будет много новых Это самое, возьми мне фуфоник, зай. Разные династии вечно враждуют. Одно, если можно. Умен, кто будет искать союзников. Крайне умен, но у него горячее сердце. Он желает покорить север не ради власти, а из жажды крови. По дороге из Дублина к... Слушай, мне надо это самое, Катюш, мне надо все равно до квартиры идти. Мурзику... Да, у него полпакетика осталось. Мне надо все равно, говорю, до квартиры идти. Я, возможно, сегодня вечером схожу. Ты уже, наверное, на пути домой, да? Сейчас, секунду. Что ты говорил о тебе и Флане? Позвони мне, пожалуйста. О чем была речь? Ты кое-чего не знаешь. Меня короновал Аэд Финдлиад. Он убил отца Фланна, чтобы стать верховным королем. А мать Фланна по обычаю взял в жены. Сейчас, ребят, сейчас, секунду.
Хорошо, хорошо. Хорошо, давай, родной, давай. Целую. Так, друзья, извиняюсь. Извиняюсь. Семейное обсуждение. Не любят. Для Фланна Аэт коварный змей, как и все, кого он поддерживал. Заслужить доверие нам будет непросто. Мы только что спасли Флану жизнь. Это уж точно чего-то стоит. Надеюсь. Я сейчас же отправляюсь в Дэроу. Приходи, как только сможешь. Так, в Дэроу. Давай отправимся в Дэроу. Так, демонстрация сила. У меня же, кстати, еще, да, я забыл сказать, ребят, на ютубе записи, если кому интересно, записи стримов там проводятся. Именно прохождение. Так. В свите Флана в основном стояли придворные, которые, как и он, входили в клан Холмейн. Но в его войске, в отличие от воинства северян, перемешался южный Уининелли, которые поддерживали его, и викинги, которых он призвал на помощь. В общем, враг моего врага и все такое. Но в случае с Фланом этот подход действительно дал результаты. Когда на Ирландии все еще зализывали раны после многочисленных сражений с предыдущим верховным королем Айдом Финдлиатом. Целью Флана было навсегда прекратить передачу власти между северянами и южанами. Он готов был принять любого, кто мог ему помочь. Впрочем, достичь задуманного ему так и не удалось, несмотря на долгое правление. Что-то опять какие-то предметы. С надписями, которые приданы так сыну. Указания для убийцы. Так, а это нам, видимо, опять какие-то торговые пути, что ли, где-то забирать. Да, вот он, торговый путь. Ну, я не против, можем отправиться. Прям все досконально тут я не думаю, что стоит. Но если предмет какой-то, то можно. Я имею в виду какой-нибудь кинжал, если найдется топовский. По сету у нас сет Тора. В Париже там жнеца сет. Можно, но это опять, это надо с подстанциями качать, там бегать. Это настолько тут можно залипнуть. Тут не только 50 стримов сделать. Тут можно и все 100 стримов сделать по Вальгале. Хотя, может быть, и время от времени будем подыгрывать. Чё, как? Посмотрим. Только сейчас вопрос, есть ли у меня листовка-то? Если я крепость эту зачищу, могу ли я построить торговый путь-то? Не стоит привлекать внимание. Не-не-не-не. Не, музыка, блин, я обязательно скачаю ее. Обязательно, прям вообще такая, прям аж за душу. Стой, друг, стой, говорит, друг, стой, ты что ж ты? Достаю я, ты... Один ждет тебя. Уи! И барашек такой там. Тихо. Пойдем-ка посмотрим. Мне не удалось спасти священные тексты, но я знаю, что разбойники отправились в Инхуроя. Они забрали все, что до последнего листочка, даже грамоту на торговый пост. О! Хорош. Текста +3.
сундук. Да как там? Вот он. Как бы не было беды в городах и селах. На-на-на-на-на-на. Дал мне сил. Этих дней веселых. Нет, у меня нету, блин, свиток я не получил на постройку, на разрешение торгового пути. Видимо, сначала надо по квесту. Так, где киса? Киса? Еще 2 очка навыка. Да это ж вообще, сколько ж там навыков там. Весь в навыках. Все лицо в навыках. Прям туру-туру-туру-ту. Вообще, по-правильному, надо, конечно, это ворона брать. И это надо брать этого. Ну, вы поняли, коготь. Волка. Чтобы усилить еще лучше эти боевые показатели кинжалов. На броне там вполне все достойно. Да куда? Да елки. Злые елки. Покажи мне все. Орла, где орла-то? Вот он как раз-таки. И вот торговый путь. А это что? Торговля, обмен знаниями. Королевские земли, да? Дошли мы, добрались. Блин, как же ты, братан-то, залипаешь-то? Не волнуйся. Это нужно не только нам, но и ему. Да не-не-не, а кто волнуется? Не, нормально всё. А, кнопка С, быстрый спуск. Уи. Барит, приветствую тебя в Дэроу. Сколько лет прошло? Благодарю. Сколько лет прошло, все о том же. Пряности Будят провода. Да, ты меня порадовал. Это лишь начало. Скоро Дублин превратится в главный центр торговли в Ирландии. Живи долго и правь мудро, о мой король. Твои слова — честь для меня. А ты, верно, Эйвор. Спасибо за храбрые дела, что ты совершил перед коронацией. Король,
Похоже, враги вознамерились оборвать мое правление еще прежде его начала. Между северными и южными Уинейлами давняя распря. Но клянусь, именно я положу ей конец. Готовишь войну? Верховный король должен иметь власть над своими землями. Если без крови не обойтись, так тому и быть. Дублин богатый город. Мы многое можем предложить. И воинов у нас хватает. А Эйвор в их числе. Я рад, что ты хочешь укрепить связи между Мидо и Дублином. Помощь мне действительно нужна. Но трудам твоим мешают твои же собственные подданные. О чем это ты? Во время коронации дублинские даны выкрали сокровища одного из наших монастырей. Келскую книгу. Твоя поддержка весьма пригодилась бы мне. Но от такой непредсказуемости больше вреда, чем пользы. Расскажи мне о ней. Это книга ценная реликвия. Ее лет 80 назад создали монахи аббатства Айона. Тогда даны впервые достигли наших берегов. Книга должна была помочь сохранить христианскую веру в опасное время. Сейчас она символ стойкости. Если я верну книгу и накажу воров, будет ли Бариду место при твоем дворе? Возможно. Знаешь ли ты, где эти даны? В топях Инхроя, к северу отсюда. Эйвор, это все лишь моя забота. Ждите здесь, я все сделаю. Найди кельтскую книгу. Лагерь данов находится в болотах близ Инхроя к северу. Вернувшись в Арму, я узнал, что один из наших монастырей разграблен. Кельтская книга оказалась в руках у одного известного Дана из Дублина. Будучи верховным королем, ты обязан защитить христианскую веру, а потом я обращаюсь к тебе за помощью в безопасном возвращении этой книги. Сам я немедленно вернусь в Деру. Молюсь, чтобы мы вместе смогли придумать какое-то решение. Также обращаю твое внимание на то, что мы перестали получать новые книги после того, как шайка разбойников напала на Линдсероу и перерезала там всех торговцев. В самом начале правления твоего зло надвигается с разных сторон. Ты должен его одолеть. С верой в Господа Иоран и епископ какой-то там. Иоран и епископ какой-то там. Прошу простить спешку, в которой написано это письмо, так как оно составлено не писцом, а моей собственной трясущейся рукой. Я начинаю думать, что мы недооценили упорство этих язычников-друидов. Пока мы занимались управлением Ирландии, они сумели незамеченными проползти в наше владение. Я полагаю, нам нужно встретиться, чтобы обсудить эту беду. Жду твоего ответа. Король какой-то. Ну, короче, типа эти дети Дано какие-то. Церемония была великолепна, так что лучше придумать нельзя. Голос твоего барда просто соловьиный, так что и в полукровавой битве воины бы остановились бы, чтобы лучше услышать. Не, поет вообще прям. Твое письмо нас сильно смутило, так как в нем мы увидели обвинение, которое совершенно отвергает, быть может, виновным. Это что такое? И имею в виду, если бы у нас желание отправить тебя в могилу раньше срока, мы бы сумели его исполнить, Верховный Король. Что-то прям одни какие-то... Так, лагерь это к северу на болотах. Видимо, какую-то Библию они зацепили. Ну-ка, стой. Камешком так подперли еще. Аккуратненько. Большая руна воды для доспехов. Вот что в сундуках-то обычно хранится, друзья. Какие-нибудь интересные руны. Ну, дают ли это руны больше, чем одного статуса, как в Париже? Там-то они по 2 статуса. Либо какой-то наиболее значимое параметр бы они прибавляли. Простите, что я отбыл столь неожиданно. Знаете, что я вернусь через несколько дней, и мы продолжим работу на кладбище. Пока же принужден вас попросить скрыть свежие могилы и разыскать ключ от сундуков. Я обшарил все свои одежды. Понятно? Понятно.
Ну, как всегда, опалов тут полно. У меня есть задание. А, это от Реда. Не-не-не-не, я не хочу. Это просто... Вот, типа, берсерка бы я нашел бы с удовольствием. Комплект, но вроде как говорят, что надо донатить. За Хелиса как... Флам был еще совсем юн, когда с его отцом расправились представители Северной ветви того же рода. По крайней мере, так считал сам Флан. Затем Аэт Финдлиан, который приходится сыну убитого дядей, женился на его матери и занял трон Верховного Короля. Тот Флан решил что с него хватит. Он провел юные годы странствуя по Ирландии, соседним островам и обучаясь у правителей разных мелких королевств, в надежде, что однажды полученные знания помогут ему объединить Ирландию навсегда. Чего? Флам был еще совсем юн, когда с его отцом расправились представители того же рода. Затем Аэт, который приходился сыну дядей, женился на его матери и занял трон. Пипец. Хотя фиг его знает, как это, правильно, неправильно, но что-то... Ой-ой-ой, мне книгу как-то там. Я что такое взял, отменил? Мне ж книгу надо было найти. А тут доберись. А, вот она. Добудьте грамоту на торговый пост. Подожди, там каких-то болот что-то был, квест. Киса, ты где, киса? Вон она. Бля, да, сравните домашняя зверушка. Вот такая вот и вот такая. Даже, а где болото? Болото. Может, это и есть? Да, это, походу, есть. Так, и руну я не посмотрел. Что она тут из себя представляет? Что-то красное какая-то. Это у меня стоят, это двухстатусные. Руна охотника, а у меня там что-то руна воды какая-то была. Скорость. А, видимо, урон огнем. А, устойчивость к горению. Вот она что. Руна воды. 1,5, а это двоечку дает. Инхруя. Здесь живут воры, укравшие Келскую книгу. Нужно осмотреть. Правильно, да, дошли. Как красота. Я представляю, если она будет шерсть вылизывать, а потом отрыгивать, как кошки это любят делать. Эй, стой! Это смешно. Тихо. Не свистите, тихо. Тут доспехи есть.
Там то ли медведь, то ли поросенок. Заперли с той стороны. Заперли с той стороны. А это что? А ни хрена не видно. А и тут тоже. Понятно. Понятно, как это делается. Нет, непонятно. Там то ли она должна сгореть, эта деревяшка. Ну да, да, да. Это не так. О, есть грамота. Пошел, пошел, там ловушка, смотрим. Ой-ой-ой. Ай, что за... Медведь. Вы, главное, видите, какая тут шкура медвежья? Потому что большая. Так, установить торговый порт. Сейчас установим. Тихо, 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 тихо. Еще тексты какие-то подобрали. Но мне надо на самом деле... Да, идти отсюда. Сейчас доспех найти и идти. Флан говорил правду. Мы набрали немало добычи. Где-то поблизости. Много серебра, всяких безделушек, которые можно выгодно продать. Так что делать с книгой, которым... ну что делать с книгой, которую мы там нашли? Кто-то потратил кучу времени, чтобы придать ей богатый вид. Но я ни пса не понимаю, что в ней написано. Может, ее захочет купить какой-нибудь крестьянин? Может быть. Погоди, а я чё ее не подобрал-то? Или... ее только читать. И то это не книга, это чисто описание, что она где-то здесь. Ну и понятно. Так. Покажи мне. Как раз таки, возможно, книга вот чуть дальше. Подожди, ловушку, бамбушку. Зафиксируем.
О, одежда. Все, меня нету. Хорош. Меч остался в двери. Слава всем! Ты умрешь. Мне нужна другая книга. Опять не та. Да. Ну, типа по домам шарится, что-нибудь найдем. Опал Петрович. Так, а это сзади. И как это сзади-то? Чё там? Дом-то один? Ну, понял. Кельтские наручни. Что они представляют из себя? Атака возрастает при получении урона. Дополнительное увеличение урона в ближнем бою, устойчивость в ближний бой. Причем они медвежьи. Это жнеца. После внезапного убийства. Броня возрастает при снижении здоровья. Кстати, тоже очень... Блин. Увеличение вероятности критического удара. Наручник клана Ворона. Не понял. А есть у меня целый сет, что ли? Наручник клана Ворона, да. Так, сапоги есть. Дополнительное увеличение вероятность критического удара. И броня при снижении здоровья. Типа это шанс крита дает и броню поднимает, а это получается сила крита. И при парировании возрастает шанс самого крита. Ну типа я понял, если хотите быть быстрым, юрким и более высоким шансом крита обладать, не сильным, а шансом, а может быть и силой крита.
Это надо как раз таки ворона. Я иду. Приветствие. Не, ну так-то я по стелсу зашел. Ты в руках Одина! Опять ты? Тебе велели исчезнуть, Торстейн. Исчезнуть из Дублина. Может, я заблуждаюсь, но мы не в Дублине. Ты не понял, что я не желаю тебя больше видеть? Слушай, ну откуда же мне было знать, что я встречу тебя тут? Ты зачем здесь? За книгой, что ты украл из монастыря во время набега. Да мы побывали в нескольких монастырях. Мои новые друзья неутомимы. Это ценная реликвия христиан. Отдай ее мне. Для христиан? Ха! Ты теперь служишь ирландцам! У меня ее нет. Ты на меня злишься? Не надо, прошу. Злишься же, да? Скажи, зачем мне оставлять тебя в живых? Я знаю, где она. В гробницах Боин. Смотри, сколько всего мне за нее дали. Ты бы отказался, а? Вот. Ты ведь понимаешь. Мы с тобой похожи. И я тебе почти как брат, так что не убивай меня. Не хватало пачкать об тебя оружие. Совершенно согласен. Исчезни. И теперь я не шучу. Третьей нашей встречи ты не переживешь. О, Ирландии я сыт по горло. Аж ноги болят плясать вокруг местных королей. А добыча — смех один. Хотя, вот это я заберу. И Все равно что-то заберу. А мы-то что-нибудь заберем? А, восстановите торговый пост. Понял, принял. Иду. Так. А зачем мне-то эту штуку двигать? Понятно, там что-то наверху еще сидит. Или если вы без адреналина пришли, то там, возможно, эти кувшины, которыми можно взорвать эту стену. Да, там нет ничего. Ну, пойдем. Торговый пост установим. Ух, ах, Вальгала, бах.
Ребята все уже заснули, все разбежались. Да, тоже скоро надо подзаканчивать. Сейчас пойти разобраться с этими сундуками. Посмотреть, как что правильно будем делать. Завтра, по-моему, все нормально у нас по стримам. Сегодня нет, сегодня уже только один. Завтра в течение дня тоже появлюсь. Должен, по крайней мере. А ну да, он тут у нас тоже пост-то разбитый. Сколько товаров производится в каждом торговом посту, какие... Да что ж вы прям, ну построил и построил. Нет, надо тут еще смотреть, блин. Производство +1 минута. +2 минута. Дом для работников. А, и ты строишь потом, что там будет? Хранилище, где можно сортировать там и так далее. 100. Отдохнуть, не возвращаясь в собственное жилище. 60. А, 70. Подожди, 70. 220. Обалдеть. И 100. 170 где-то можно раздобыть, напасть и построить здесь неплохо. У каменщика... Так, подожди, это не туда. Торгуйте ирландскими товарами с помощью азар, чтобы усилить влияние Дублина. Эйвор отправляется в Дроу, чтобы встретиться с Боридом, заручиться дружбой нового Верховного Короля. Рука Дублина. Что там какие-то крики, блин. Сейчас посмотрю, кстати, по поводу вольфрама. Может быть, одену это доспех ворона. Смогу ли я усилить? Все хорошо? Дай взгляд. А где он? Так, перчатки где-то ворона. Нет, не жнеца, а именно ворона. Незримых, магистра. Вот, броня при снижении здоровья и дополнительное увеличение вероятности критического удара. Так, перчаточки есть. Алло? Ну, а как ты думаешь, что? Ну, надо, наверное. Я понял, бери. Хорошо, давай, слой. Все, зашла роднулька в Дикси. Все, это надолго. В магазин. Так,
Шлем, да, есть. Ворона. Дополнительное увеличение вероятности. А, у меня, кстати, стоит. А, нет, это не у меня стоит. Че я? Теперь плащ. Есть ворона? Да. Хорошо. Так, еще раз. Туру-ту-ту-ту. Вот оно. Так, доспех есть клана Ворона? Да, все есть. В общем, надо было изначально его собирать, но у меня, по-моему, не было, а я в медведя все пошел. А можно было смело в него играть, в этого ворона. Меняется, меняется. Он потом еще изменится, когда уже вольфрама на него накинем. И сапоги. Штаны, штаны, штаны. Да. Неплохие кеды вышли, однако. Сегодня все? Да, потом к тебе приду и как-нибудь сделаем. Поговорить с Азар, чтобы выполнить торговый контракт. Высокий уровень славы открывает. У других держав... Подожди. Давай поговорим. Здравствуй, Эйвор. Благодаря торговым постам мне прислали из Лиздероу иллюстрированное писание. Неплохо. Да, я молодец. Я о книгах. Просто великолепная работа. Да, я, говорит, молодец. Хочешь заключить удачную сделку? Так, подожди. Все на сегодня. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, Что там у меня? А, сундук максимальный 120 тканей, да? Многие... Мне вот это яство надо. Иберийский какой-то доспех. Атака после уворота, дополнительное увеличение урона в ближнем бою, уклонение. Какие-то паруса. Слава Дублина, слава Дублина. В наличии 170. Отдать все 20 что-то. О. О, пошел, пошел, Мишаня. Е-моя, тут... Вы же понимаете, тут ни конца, ни края. Тут еще он книги. А, 25 яства надо найти. У меня только 20 есть. Вот это можем еще. Кинжал. Вероятность критического удара временно возрастает после ворота. Может, достаточно? Ждут. Египетские контракты доступны. Ну что же. А чего опять-то поговорить?
Назар. Рассказ будет грустным. Меня причисляли к самым влиятельным торговцам Шираза, но однажды предали. Ах, какая злая судьба. И это был друг. Еще хуже. Получить нож в спину больнее всего. Мой отец дружил с Константиносом, с тем, чья корысть погубила нашу семью и дело. Но теперь я здесь, а вокруг меня новые друзья. Мы рады, что ты с нами. Торговля. Ну, у нее счет что-то появилось. Там сет можно, видимо, забрать. Кинжал, доспех. Ну и так далее. Да, тут, друзья, тут... Вот и все. Тут тебе... Так, подожди. Почему у меня квест горит-то? Расскажи, чем тут... Я торгую... Чтобы выполнить торгового контракта. У других держав можно купить экзотические товары. А как мне с ним выполнить, если... Я что-то вообще ничего не понимаю. Здравствуй. Больше... Где контракты-то твои? Ну вот они есть, эти контракты. Все, я все отдал. Отдал тебе все книги, припасы для торговых постов. На этом пока. Тут тебе... Понятно, понятно. Да, третью. Так, найди кельтскую книгу. Все, я зафиксировал. Ну, я думаю, что мы уже пойдем. Мне надо закругляться, да. Сейчас придут к нам гости. Да и дела надо пойти завершать. Попробую пока сет вне стрима сделать, друзья. Ну, ворона одену. Побегаю ворона. Давайте на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за поддержку. Подняли таки второй уровень. Надо теперь подразобраться и так далее. Хорошего настроения, с окончанием трудовой рабочей недели. Сегодня Пясиса. Вот, у нас 7, 8, 9, 10 будет там День Победы и так далее, выходные. Ребят, набирайте сил, будем бахать, играть дальше. Появляться буду завтра, послезавтра по мере возможности. Вот. Всем удачи, добра, с вами был Мишаня, не болейте. Всем пока.